без дверей для Ocarina of Time 3D. Они там даже интро какое-то прикольное сделали. Типа в лесу там двери сломали. Прикольно было. Hey, Гейм из router дома. teacher, Cassandra of this game, and I'm really excited to showcase all dungeons. Может, кстати, это и не он был. Интересно теперь даже, на пересмотреть будет. Почему-то мне показалось, что гимнаст там сидел. Ancient Cistern, Sandship, Fire Sanctuary, and Skykeep. So we will be completing all of those, not necessarily in that order. And then we will have to go and beat Demise, and if the current donation goal keeps going at the rate it's going, I will have to do that blindfolded. So that should be a lot of fun. Я вернулся. В Метроиде тоже, кстати, такое разделение есть четкое между 2D-раннерами и 3D-раннерами. Хотя там есть такие люди, которые и то, и другое ранят. Но в основном они типа очень отличаются друг от друга. And interestingly, this run actually starts with hero mode files in slots 1 and 2. Гимнаст говорит, что играет в японскую версию, потому что она сохраняет очень много времени. И что самое интересное, он говорит, ему нужно подготовить все 3 слота пустыми для того, чтобы в будущем исполнять всякие крутые гличи. И начинает он со слота 2, но будет использовать все 3 слота во время прохождения. То есть он будет какие-то сейф-варпы использовать, что-то такое? Там будет глич, back in time. По мере прохождения будет понятно, что это. Я расскажу, это прям очень много, это будет очень много использоваться. Прям с самого начала практически. But now that Hank is ready to go, I believe we are ready to start. So, in 3, 2, 1, Мы начинаем наше 3-часовое путешествие в мир. One of the main reasons that this run is done on hero mode is because the hero mode version of the Skyward Sword playthrough allows you to skip cutscenes, which saves a lot of time. So obviously we want that advantage. There's a couple other advantages which we'll get into later, but the by far biggest one is just being able to skip cutscenes. И он говорит, что играет в Hero мод, так называемый мод героя, только для того, чтобы пропускать катсцены. Это что-то вроде спидран режима для, в современных играх. Поясните за лор. Да, поясни за лор. Мне тоже интересно. Блин, вот в Вабе-то и не надо было спрашивать как раз такие вопросы. Вообще, у Skyward Sword такая относительно интересная история. Это игра, которая должна была стать такой точкой в таймлайне Зельды. То есть ближе к нулевым годам, типа, в нулевых годах Nintendo решила разобраться с таймлайном Зельды и вообще, типа, все игрокам объяснить, что к чему, какая игра за какой идет по сюжету. Пытаясь все, типа, разобрать по полочкам, потому что они там наворотили сами непонятно что. И, короче, пришли к такому выводу, что нужна игра, которая будет приквелом вообще ко всем Зельдам, которые выходили ранее. То есть игра, с которой начался сам сюжет всей этой игры. И они выпустили эту игру просто для того, чтобы... весь упор в сюжете здесь, чтобы, короче, люди разобрались с сюжетом. Сейчас гимнаст упал с воздуха. Сейчас он сетапит заранее уже глич, который будет использоваться. Ему нужно потерять, 2 раза упасть с высоты большой, чтобы у него осталось 2 хп. Потому что падение с большой высоты тратит 2 сердечка. Тут в самом начале игры тебе 6 сердец дают. И еще раз умирают. Теперь игра нам выкидывает экран гейм-овера,
предложает, сохраняет и предлагает продолжить игру. И в этот момент гимнаст ресетает игру. И эта игра ломается, и линк падает сквозь титульный экран. И теперь у нас появляется доступ к линку прямо во время титульного экрана. То есть, по сути, это титульный экран, но мы можем управлять линком на нем. И теперь мы бегаем. Типа, теперь мы можем делать всякие разные крутые штуки. И сейчас мы будем постоянно умирать, бегать по карте, сетапя разные гличи, загружаться, сохраняться, копировать файл из одного слота в другой. On our files, but on a file too, but we don't want the tunic, which usually would happen after you. Сейчас ему нужно watch the забежать, Fair по-моему, Pillar cutscene. в So on this какую-то nice другую lay that лот-зону we entered the title screen и layer, each загрузить goddess stage is actually одновременно open, с этим so we свой can just сейф, enter here для того, and чтобы get игра our goddess сломалась. sword in Мы back in получаем time, меч с фай. use it to open the pedestal and place the Farron tablet. Or the Смотрим катсцену, emerald tablet, и whatever сейчас it's called. будем еще раз, по-моему, And then we're ресетать going игру. to start a file and then activate a flag Зачем он right after резетает that, несколько раз shortly игру? after То есть, that. получается, он And that что-то... flag is actually gonna Он carry over to our сохраняет, actual game а, file. So everything we сохраняет do прогресс в here игре don't get saved и or ресетает. anything, but И everything we do этот shortly ресет after ломает we игру. start a file Накапливает, время- короче, прогресс за will счет get резета. Что-то в applied этом to our духе, Да, да, во потом? время сохранения. Мгм. And note Мне that нравится чат gymnast sometimes starts very late на into loading официальном zones. That's стриме. not Тут part люди of that, пишут: what I just explained. He just опа, saves еще a few один frames ран, there там, из-за которого because мозги the game начнут loads quicker плавиться when you и start так далее. Вот right такого before the формата loading zone комментария. goes through, but it Ну, doesn't start a file. да, It если, just если ты не знаешь, loads it ну, faster. So типа, here, the хотя Farron бы pillar is чуть-чуть gonna, like, the cutscene не of the Farron pillar is понимаешь, gonna что здесь appear, происходит, and the то flag for the Farron pillar being буквально минут через here 20 is можно gonna врубать set like стрим shortly after и the говоришь, что camera все, change. это не для So he's меня. gonna Типа, wait я не for the понимаю, camera что вообще change and then происходит. start the file. And everything that happens after every flag that gets set afterwards А, will get put Сейчас мы on будем our file. постоянно And now this как file бы has been сохраняться и ресетать игру. You can see that the Farron pillar Ну, is не just right сохраняться, а there. пытаться It's a little загрузить hard свой to see сейф because и of ресетать, how для того, чтобы washed out the вываливаться в colors are right титульный now, скрин. because this is the title screen version of the Skyloft map. Ну We все, very и conveniently happen to возвращаемся have к the игре. goddess statue open, which is nice for routing because it means that we can just go get the goddess sword now. Сейчас, по-моему, нам нужно бежать So as опять Pepper туда же. explained, we То есть мы уже essentially подобрали want меч to have the на Farron титульном pillar экране. activated, but we don't want to have the hero's tunic И yet. теперь еще раз подбираем его. Normally, when you activate the Farron pillar, you're forced into like a bunch of cutscenes, which eventually give you the hero's tunic. And we don't want the hero's tunic because the flag that gives you the hero's tunic is also a flag that like progresses the game's story in a way that we don't want right at the moment. So with that glitch in Back in Time that we just did, we were able to get the outcome that we wanted of the Farron pillar, but no hero's tunic. Он рассказывает, что он сманипулировал каким-то сюжетным ходом, что-то в этом духе. Да, он говорит, что это было для того, чтобы пропустить подъем этой туники, ну, туники героя, типа вот этой зеленой, в которой Линк обычно бегает. Вот там, кстати, камень уже был на пьедестале. Один. По идее, мы туда 3 камня должны положить, чтобы карту собрать и открыть доступ к этот, по-моему, если я правильно сейчас помню. So now, Anyway, now we're sort of going to continue with like the normal way that you do Skyloft, except we have the goddess sword. And this is going to enable us to skip having to get the training sword. Вот эти from цветочки Sparring зеленые, Hall, which is a это nice little time save. эта фигня типа рефилит твою стамину. maybe good time to talk about Стамина stamina позволяет management. бегать и Yeah, типа so забираться stamina management, по некоторым высоким предметам. For the most part, it's pretty simple. You generally just Я думал, Типа какие-то на- яблоки. if you use up all of your stamina, Ну, you want to что-то like типа first цветков, как quarter я of the понимаю. stamina meter refill, and then just use up the first quarter over and over again, basically, because the first quarter depletes at only half the rate of the last 3 quarters. Это, кстати, первая Зельда игра Of course, со that's if, like, стаминой. if you're Следующая running была бы along without твоя. any stamina fruit, there's a lot of stamina fruit on Skyloft, so that doesn't really apply here. And you also see me doing a bunch of rolling. Generally, every roll that we do, essentially in place of sprinting, only saves about a frame. But it Непоседа. does use Он more играет stamina, so generally we only want to roll на if we контроллерах have the V. extra stamina to У этого spare, V or for, контроллера like, rolling
как это сказать? Поступательные движения. В общем, когда он так дергает рукой, то он пытается подняться, сколько я понимаю. Ну да, когда он по лестнице передвигается, он начинает... Как какой-то вот трясет, что-то такое делает. Короче, у него в одной руке что-то типа нунчака со стиком, а в другой стороне пульт, которым управляет как мечом. Ну, сейчас он еще раз будет получать дамаг. Здесь получил. Чтобы еще раз в дальнейшем сделать back-in-time глич. Снова будет сохраняться и ресетать. Он, кстати, сказал, что вот когда он перекатывается, вместо того, чтобы бежать, один перекат экономит 1 фрейм. Он так сказал. То есть, если ты просто будешь бежать и не перекатываться, то, грубо говоря, за один перекат ты будешь терять 1 фрейм, если ты не будешь перекатываться в этот момент, когда ты можешь это сделать. Ну, так понимаю, за 3 часа эти фреймы накапливаются там в пару секунд. Зельда. Многие, кстати, считают ее самой лучшей итерацией Зельды. Ну, наверное, ну вообще, в смысле, во всей вселенной. Это, наверное, было до ботвы. Ну, теперь он, по-моему, да, он сделал себе второй сейв. И теперь он будет играть в 2 сейва параллельно друг другу. Кстати, Зельда здесь не принцесса. Да, просто подруга Линка. Она как бы пока не принцесса. А как можно быть пока что Она не не будет- принцессой? Не то, что не пока, она вообще не принцесса. И не будет принцессой в этой игре. Это вселенная как бы другая, да? Это самое начало всей Зельды. Таймлайны, короче, истории. Я просто думал, что принцесса это дочь как бы короля и королевы, то есть она принцесса с рождения. Должна быть. Они в этой игре. А, я понял. Задушил я. И в Wind Waker'е тоже Зельда не принцесса. Но там даже Зельды нету. Сейчас мы, по-моему, еще раз будем умирать. Нам, по сути, нужно вот в этот, туда, где дырка в этом, в облаке. Но мы сейчас, по-моему, будем скипать катсцену или что-то такое, и будем просто спрыгивать на камень. Принцесса Это Вифа. говори. Кто вчера смотрел Final Fantasy? Сифа. Он, кстати, загрузил свой второй сейв, умер для того, чтобы сделать back-in-time глич. Снова сохранил, Пишет в комментариях тут, то, что как бы игра приквел, а он еще и back in time, короче, производит. Еще дальше с прошлого уходит. В приквеле. Куда дальше? Это вот на официальном стриме. По-моему, он себе уже сейчас делает еще третий сейв. Но третий сейв, он будет не для игры, он будет как этот... это что-то вроде insta-dev сейва. То есть он будет его загружаться и сразу же умирать. And right here we're going to use this new hero mode file that we still have, although it has the information of file 3. And this allows us to load the area normally. So we start, enter the loading zone. So now file 1 with the information of file 3 is in the sky. And file 3 has not saved the lockwing, so we're in the default sky layer, meaning there's no Они areas объясняют, как работает offending этот us примерно from anything, back-in-time we can глич get the fire trigger after в этой taking игре. damage here. То есть Very они nice. We get the fire trigger here, which gives us the типа diving flag. So ресетают now игру, our на file титульном doesn't экране save the забегает lockwing, but still в can die какую-нибудь зону off the загрузки, да, в лодинг зон. Например, в данж или в пещеру или еще куда-нибудь еще. И в этот момент загружает свой сейв.
Для того, чтобы скипать катсцены или перемещаться из одной локации в другую. While we got the diving without the loft wing, we still want to get the loft wing, and it's gonna showcase why. Because diving in the А loft получается, в этой tutorial зельде нету is very категории useful, как бы glitchless, which то we now есть have. We have unlocked this flag, она so бы even in the Ну, заняла tutorial we can огромное use количество времени, я правильно diving, понимаю, если вот получается allowing мы us to get to 3 часа places we're not тратим supposed на to вот get to такую in the tutorial. заварпленную по-моему, версию? по-моему, есть. Ну, там гличлess часов 5-6, по-моему, прикидкам были занимать. Раньше был any процент, он был что-то 4,5 часа или 5 часов, что-то, короче, такое. И потом, когда с этим бэкинтайм варпами разобрались, ран сократился до 1 часа. И, кстати, мы этого освобождали уже. Ну да, Дракона. то есть смотри. So what we're actually going to do is I'm going to do 12 flaps right here to get a certain amount of height. То есть он Сделать сейчас 12 взмахов крыльев он сделает. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then I'm going to wait until my loft wing hits the barrier, and then I'm going to dive off of my loft wing. And then begin diving forward so we can go past the barrier and enter the Farron pillar. А, это он считал, чтобы понять, куда он приземлится. Я думал, какие-то еще более трудные манипуляции. Он спрыгнул, он специально сейчас на этот камень падает, чтобы потерять там 4 сердечка, по-моему. И сколько там? Да, 4 сердечка. We have the loft wing, we have diving, but we also are in a state where when we try to enter the sky on this specific file, the sky will still load into the loft wing tutorial. Yeah. Which is very important because the loft wing tutorial is the only sky layer that does not crash back in time, just due to file memory sizes. Yeah. Back in time crashes in a lot of places, and we carefully make everything so that we don't crash where we go, obviously. Они рассказывают, что вот это какое-то там место в игре не крашит игру, а почему остальные крашат? Если ты пытаешься как-то манипулировать игрой, тогда не крашится, или просто игра плохо сделана, что она крашится периодически. Кстати, в этой версии, когда она выходила, тогда еще не было онлайн-патчей всяких и прочее такое. В этой версии допустили одну такую грубую ошибку. Если проходить данжи или какие-то там квесты в определенном порядке, то после одного квеста дальше продолжить игру будет нельзя. Типа там какой-то серьезный баг в самой игре, который Nintendo допустила и не проверила. И из-за того, что патчей всяких DLC и прочего тогда не существовало, никто эту игру, короче, исправить не мог. Поэтому все отправляли в саму Nintendo свои сейф-файлы, и Nintendo их модила для того, чтобы они могли продолжить прохождение. Я думал, история закончится тем, что Nintendo выпустила официальный гайд, как проходить данжи, чтобы не схватить вот это вот. Такое тоже, наверное, было. Но там не данжи, там, по-моему, из-за каких-то квестов. Пока что игра выглядит как вот когда ты, допустим, в фифу играешь и оставляешь надолго как бы без движения загрузочный экран, и начинают просто какие-то события происходить на экране. Там играет какая-то команда с кем-то, показывают какого-то игрока, как он общается с судьей, какие-то повторы начинаются, повторы повторов и так далее. Вот сейчас для меня вот так выглядит этот экран. То есть мы просто 17 минут смотрим какую-то компиляцию, презентацию из разных моментов первых 5 минут игры. Ну, сейчас вот какая-то новая территория, кстати. Просто экранчик. Это мы попали. Нет, были. Да, были здесь даже. Тут, короче, игра поделена на 3 большие локации, по-моему. Или на сколько? По-моему, на 3 большие локации. Вот это, типа, первая такая большая локация, не считая стартовой.
at the statue here with a normal bit save that you've seen before. So we'll be put here after we start our file. And voila, we'll be in Farrenwoods. И они процент, кстати, там половина рана примерно вот так выглядит. Как? Ну вот, типа титульный экран, все. А, Ты что-то делаешь, но это все на титульном экране. За логотипом The Legend of Zelda. ага. Это раньше, сейчас уже такого вроде нет. Раньше, когда GTA San Andreas ранили, там у тебя с середины игры появляется квадратик из миссии монстр на экране, не пропадает до конца игры тоже. И ты играешь с этим квадратом там справа на экране. Здесь, ну, здесь похуже, конечно, experience, у тебя на весь экран. Это Zelda. Мне сейчас надо будет искать вот этих непонятные существа, которые непонятно, то ли пингвины, то ли кто. Они выглядят как пингвины. Мы будем бегать друг за другом, пока не найдем большого самого такого этого. Я не помню, короче, как их звали. В общем, тебе надо найти самого большого из них, и он даст рогатку. Это будет такой самый первый предмет в игре. Покемон какой-то. Как назовем? Пингвины? Ну, они постоянно говорят QQ. И это типа как... Почти как локальный мем для Skyward Sword раннеров. Когда, например, в чате гимнаста до чего-то. Не просто там... Когда гимнаст добегает до этого места, весь чат жестко начинает спамить Q. But for now, we'll have to get a slingshot actually. Not specifically the slingshot, although it is useful, but we really need the B wheel, which right now we don't have, so we can't press B to use items. Типа And if we were to get на an виду, item that потом is он будет not прятаться в the траве, slingshot, it would actually сам disarm притворяться progress. травой и все такое. So kind of forced into getting the slingshot, so we're forced into saving the key quiz. But hey, key quiz are cute, so you know. Мне нравится, что вот по сюжету, если так пытаться понять сюжет, просто происходят какие-то события, как-то вот, просто какие-то события, то есть ты как-то никуда не движешься, кажется, что-то происходит. Общаешься вот с пинг-ёжем. Also, another note for hero mode, as we've seen with like the Как-то перемещаешься, то есть, может быть, из-за того, что на японском все, поэтому я не совсем вникаю в сюжет. Но тут больше половины сюжета-то скипается. Да если не весь сюжет, так что ты вряд ли что-то поймешь, просмотрев спидраны. Примерно столько же о сюжете, сколько я понял из предыдущего рана. Где-то столько же, наверное. Ну, кстати, на этих веревках, чтобы балансировать, надо покачивать свой V-мод, этот пульт. И прикол в том, что у этого V-мода очень часто сбивается калибровка. Возможно, даже сейчас во время рана собьется у гимнаста. И для того, чтобы его калибровать, там нужно заходить в настройки, положить V-мод ровно на этот на стол и ждать там какое-то время, пока он сам откалибруется. Да плюс он, по идее, изнашивается же там внутри этот гироскоп, не гироскоп. Там инфракрасный пульт. Там как этот... короче, такая панель специально стоялась возле телевизора. И тебе нужно было направлять на эту панельку этим пультом, чтобы управлять как мышкой. Рядом он жутко трясется и зачастую вообще неудобный. В меню, когда, получается, видно, что трясется курсор у раннера. Синяя девушка — это дух, да. Дух меча. Увы, она только в этой игре. Хотя, по сути, живет как бы в Мастерсворде. Сразу спойлерю, она в конце зайдет обратно в меч и заснет навсегда, и больше никогда не встанет, не проснется.
Good luck on your reverse bit magical run. Для того, чтобы так этот... Excellent. Там донаты пошли. Yeah, Кью-кью. we can do one more. I have $30 here from Juliet, who says it's way past my bedtime, but still want to watch the Skyward Sword run. Oh well. Thanks to all the participants for this fantastic event. You're all doing a great job. Let's get this 1 million. Это одна из And of самых course, good luck грустных to you, катсцен Tim. в Зельдах, которые я Thank видел. you very much. Alright, so thanks to Net, I did remember to push Прям the очень log. мощно. Yes. It was that log right there that she was referring to. It is a very important log to push down for We'll see it something in an that'll be hour. happening in like an hour, yeah. Because once again, this run is basically just all about like setting up the memory in like a very intricate way so that we can Гимнаст говорит, что get through сейчас the game as столкнул fast as possible. бревно All of the сверху. back and time Типа, shenanigans можно that's про него possible постоянно, to типа, do. 'Cause we haven't забыть, seen all of what it can но do он yet. очень важный. Но он пригодится примерно It's a через rather час ему. really Это beautiful бревно. puzzle in the end. Для того, чтобы, видимо, Very fun. сократить там время для Especially the прохождения. dungeons, there's so many И не идти ways you кругом. can go about it. Yeah, on the wrap doc that I have open right now, just to make sure I like do everything correctly, there's like I think 9 different tabs of route ideas or something ridiculous like that. Турмастер Сворду был еще And all до of them are этого. cool, but this one's the Yeah. fastest. Ну, сейчас мы поднимем As рогатку. far as we know, this one is the Yes, fastest. as far as we know, of course. В чате спрашивают, выживет ли ежик Alright, so this is пингвин. Buka. Если он умрет, то He's никто gonna смотреть give не us the будет дальше. slingshot. And then once we get the slingshot, Да, we'll он be able выживет. to make our way down Он будет to выжить, our first да. dungeon, Skyview Temple. А Actually doing рогатка в categories. этой игре такой Yeah. уникальный такой предмет. And so Он on всегда our way будет down to Skyview первым, Temple, как бы ты ни хотел. there's this trick that Как бы ты I'm ни going to хотел be пройти attempting игру, to do called рогатка всегда будет extended первая. flow. И даже если чисто It's a теоретически really flashy trick, looks really была бы cool. возможность подобрать Unfortunately, it что-то is, другое, RNG-based, какой-нибудь, so whether например, it actually ну вот works перчатки only has для раскопки a или что-нибудь такое, 20-ish% chance. то ты бы не смог их Basically, подобрать, what's gonna happen потому is I'm что going to attempt to knock у игры the какая-то equivalent там жесткая проверка over a very на этот specific счет, position on a ledge. что And типа без this is рогатки random because the distance не, that Link knocks back a нет equivalent, продвижения по прогрессу в игре. the way Типа that the дальше game does квесты the и calculation is и that данжи, there's, like, ничего не a запустится, base distance если у that тебя the нет equivalent рогатки. gets knocked back, and then it, like, Мне rolls a кажется, random раннеры number просто between очень 0 to 40 мало to add to перезагружают that игру, чтобы knockback она distance. позволила взять So, что-то другое. Нет, the range, когда at which, для этой like, игры есть the рандомайзер, position that we want the и equivalent to be in works is only, like, 10 когда of those ну, units-ish. там же I don't think anyone knows what the, like, даже exact там range этот is, but that's рогатка всегда будет первым Стеной это, предметом. да? Да. so Интересно. hopefully we get that. Не изучали And if it очень does много succeed, you'll эти вещи. it's very clear when it succeeds. Yeah, and first for that, we'll have to stun the first Он сейчас golden скоро будет slingshot этот because he would otherwise очень крутой глич, called all the похожий Pokemon's to на move, and we want the прыжок Pokemon за to бумерангом jump off в to Twilight stay in Princess. spot, so Но он, скорее всего, не получится we'll stun у the first гимнаста, Bokoblin and then потому что он stun the редко second Bokoblin получается. that we want to use to do the extending blow. А если получится, это будет Okay, so хайп. that guy has to get stunned, and this guy has to get stunned so that he stays in a consistent position. And see if this works. Unfortunately not. The Koblin went too far. Он специально байтит бокоблинов. But yeah, now instead we get to show off a different trick called Cube Warp. So this trick, У него не получился этот прыжок. Я понял. Вот он. And what we're going to be doing here is we're going to try Расстроился to немного. aim Link's Skyward Strike upwards using this Bokoblin, so that the Skyward Strike travels upwards over the ledge and hits the Goddess Cube. And this is going to be a bit tricky here with this camera angle. Okay. Nice. Okay. Yeah. Also only possible because of the longer Skyward Strike that we have in Hero mode. So very nice. We don't have to go all the way around the deep woods. It's a very long path to actually get around. Он в определенном, We can also типа skip под a определенным 5-text trigger here углом ударил специально, by running off of that ledge in a для того, specific чтобы его way and then переместило doing a jump гору slash туда just to наверх. get outside of its range. А получается, он Now что we can сделал? enter То the есть Skyview Temple. он Yes. активировал какую-то кат-сцену, которая должна была позже произойти за Yeah, счет for того, the что он first как бы dungeons, вот we just want to get эту the коробку Skyview Ой, это and Earth Temple done to стукнул. get all the pillars up.
По идее, он должен был туда залезть и Да, стукнуть туда эту залезть, коробку. а он, А получается, он сделал так, что она, да, ударил по таким ударом. Ну, типа по таким, чтобы сразу и задеть его тоже. Whenever we save, it's very likely that soon after we're going to die. So this is exactly what's going to happen here. With little keys here. Thank you very much for being here. Yeah, we'll try to have him like cornered a bit so he like charges quicker at us. Very nice here. Yeah, Он and his сейчас, death animation is also like a по-моему, little shorter. пройдет Like сквозь he dies slightly паутину. quicker here in first person. Yeah. А нет, он здесь умирает. Also, for the rest of the back-end times in the run, I didn't explain this earlier, but I'm using the reset button И on снова the этот console itself бэкинтайм to глич. reset the game because Снова doing that будет is этот. faster than having to go into the home menu and press Снова the reset заново. button. Хорош. So for this Давно не back-end начинали time, заново we're gonna be игру. doing what's called a bit warp. So first, I'm actually going to do a different trick called bit magic, where I'm going to load file 2's flags and then bonk onto that tree to like actually load them in, so that those effects actually get applied to this map. And that opens up this set of gates right here, so that we can run through without having to void out. And this right here is the bit warp, where I'm going to save and start my file at the same time at the upper academy statue. Ваба Захат, он знает сюжет будущих Зельд. Может быть, он как-то участвует еще в этом, в разработке, раз он так много знает. Этот друг. Вот он. Типа он загрузился в нужном времени, и его перекинуло в данж внутрь. Прикольно. It's just that the loading process for loading the area that the file is saved in То есть ему надо подобрать такой специальный ключ, который не похож на обычный, и хитрым образом его затолкать в замок. Для этого надо ему будет крутить в руках этот V-mode. Я думаю, те, кто в первый раз будут играть, они намучаются с этим. Хотя не знаю точно, как это работает, потому что мне не доводилось играть, к сожалению. Там как раз двери виднеются с таким с вырезом, будто бы буква H. So that's basically why there's like reverse bit warp and bit warp, because it's kind of the reverse in a way. Yeah, I know we just said that if we save, we're probably going to go back in time. That one back there is just a safety save, because if I accidentally die, like to Girahim, oh, surprise that missed, or like to Abakolan here, we would get sent back to the beginning of the dungeon, and that would be really slow. Раннер параллельно перекусывает что-то. Definitely. Я такой, если мне не показалось, So yeah. что-то кушает. Или леденцы какие-то, может. So now we can get the boss key and beat the dungeon. You can actually use the vines back instead of the normal way you would go. Но он, говорит, сохранился на всякий случай. You can just jump to the Потому что, vines here говорит, and get back. можно типа отлететь. The vines are a bit tricky, but Jim is obviously an expert, so Вот и ключ. he does it easily. Same with the boss key here. It always has the Ничего себе, он same быстро position at the start, ключ so вставил. Jim knows how to move the remote to put it in. Nice Yeah, H. thankfully the boss key orientations aren't like randomized or anything, so it's just like I know for this one I just have to go like that, and then it'll be in the correct position. Можете для интереса поискать на ютубе, как So for our first казуалы boss, этот ключ вставляют. So the first phase here is pretty simple. We just want to bait him to hold his hand one direction and then slash it from the other direction. Первый босс. 4 times. Что-то босс ничего не делает. Стоит просто. Что он делает? Это босс Героним. Он точно такой же дух, как и Фай. Его нельзя убить вообще. И за всю игру будет три файта с ним. И недавно совсем нашли способ, как скипнуть третий файт. И это, наверное, была основная причина, почему Skyward Sword подали на ГДК, чтобы показать этот трюк.
these specific moves right here. And that cuts off having to do one cycle compared to doing like quick spin slash instead. Yeah, and darts are just bad. We just don't want darts because you can't really damage. Thankfully, that fight wasn't actually too bad, except the beginning was a little slow, but once we got past that, he just kept on doing the sword counter, which is the fastest move we can hope for. There we have it. Beat the first boss and almost. Ребят в чате хвалят стилиста этого духа. Говорят. Геронима? Ну да, вот получается у него прическа была крутая, и как бы он вообще такой... У него, знаешь, какой вайб Тататона, так его зовут, из Undertale. Такой вайб у него, типа, фэшновый. Фэшовый. At least for a lot of Zelda games, there's usually like a set definition of what it means to beat a dungeon. That's not really the case in Skyward Sword because there's kind of like there's a bunch of dungeons that you beat in like unique ways compared to the rest of them. So like here in Skyview, for instance, we strike the Goddess Crest, or striking the Goddess Crest is what we consider beating the dungeon. Same thing with Earth's Temple, but then like with Lanayru Mining Facility, there is no Goddess Crest, so we define beating Lanayru Mining Facility as like beating Moldarak and then opening. Кстати, из-за того, что персонажа, он своего назвал Хэнк, я не знаю, было ли голосование, не было ли голосования. Хэнк. Каждый раз, когда имя Хэнк появляется на экране, посреди японского текста, чат ГДК, как бы английский, просто взрывается мемами из «Царь горы» мультфильма про Хэнка. С цитатами, мемасами и прочим про Хэнка. Либо из Breaking Bad, там Хэнк, получается, деверь Хайзенберга, либо цитатами из «Во все тяжкие». Это он загрузил, да, сейв со смертью? Да, это он третий сейв как раз загрузил, который сразу умирает. Для того, чтобы сделать очередной back-in-time. По сути, это... Короче, это основная техника этого спидрана. Это просто умирать и перезагружаться. Я продаю пропан. Соответствующий товар. Тут, да, это и пишут, только на английском языке. А, голосование было. Хэнк обошел Хонг. Неудивительно. Он сохранился на титульном экране. Первый слот. Перезаписал сейв? А, да, перезаписал. Да. Только что. Ruby tablet that we just got for getting a rupee on file 1. И And then загружал we can do the второй. same thing we did with the Farum pillar, which is starting shortly before the Он сейчас ставит этот вторую плиту. And that allows us to get the Elden По pillar сути, нам without нужно it, и туда because плиты вставить, after the first time чтобы you watch открыть the like I've seen целиком on normal карту. gameplay, it will always play Это кажется exactly поначалу, like что Jim explained earlier. Give me типа всего 3 локации больших. И кажется, что игра не такая длинная. Но здесь очень много бэктрекинга. Нужно туда-сюда постоянно бегать. Это немного утомляет именно для этой Зельды. Because that's one file that we always need. Like the file we're playing on right now that can dive and has the locking tutorial. As long as we want to go to Farron and Bit, we have to keep that file. Otherwise, we won't be able to load the sky. So we want to stay without Tunic as long as possible to get as many flags with this file as possible. Yeah, so now we're in the locking tutorial, and you can't speed here with pressing A, but we still can dive. То есть для того, чтобы как можно дольше не получать тунику героя. And call our Lockwing into the zipper, and then the game will try to pull us back into the barrier. Кстати, жаль, что на этом ГДК нет Макс Пейна. There we go. Спидрана And it gives второго. us full speed of the zipper for however long you want. Очень хороший спидран. So we can quickly go to the Elden pillar here. Yeah, so doing that saves like 10 seconds Они flying to the Elden он запрыгнул pillar. Just в отверстие в скале в воздухе. actually
Для того, чтобы ускориться. Он в него уже вроде пролетал сегодня. Это отверстие. Нет, он не прилетал. Чё? Он падал на эту скалу, но не там в отверстие прилетал. Да, было такое. We're going to die as well. Luckily, there is a fire chew here, which very quickly can damage us down. Это But ничего, for a while, убиваете? we actually want to Или hit the как? lava Просто? because that's a passive Получает damage. дамаг для того, чтобы потом сделать. Yeah, generally dying on ground is like the slowest way of dying. You either want to die in lava, in water, or like over a void for like a А fast он, death. типа, последний раз So запрыгнул the специально things в that we лаву want для to do того, in чтобы Elden скипнуть here is just анимацию quickly get падения rid of Линка, tempo, типа, как он умирает. but also get a few Интересно. flags on the way that we need for later. Because we're also gonna do a lot of things in Elden. Because it's just a big region. And the Ну first вот thing is we're титульник gonna skip снова like the сейчас first part of Elden будет here, забегать which в is какую-нибудь Skyward, which is a little bit precise. зону загрузки Where we're gonna be и загружаться inside the этот. Goddess Cube. Link's gonna spawn inside the Goddess Cube, and the Goddess Cube will push him out of bounds down. And it's Он just снова close to the переписал первый magma turf, слот. so we'll load into the magma turf, allowing us to skip like the first part of getting here. Right. So because we never got the sailcloth, there was no way for us to like not take damage there. We just kind of had to Ребят, take it, крот. and that's why we got the heart container back in Skyview Temple. Крот Otherwise, у нас в we would've игре. died there and had to like go through an extra game over screen unnecessarily. Он даст So какие-то this is перчатки another крутые example для of, того, the для того, Skyward чтобы Sword копать. being overpowered. So if I group all these bokoblins together, А, у нас перчатки появились, чтобы копать? А что мы можем копать? Нет, пока, Или пока что? нет. Потом не дадут. so that Ah, was that do? very good, pretty Да. fast. А, да, без перчаток он стоит. Я что-то мне на Yeah, секунду we can показалось, get что он to в the перчатках, ты gymnasts. сказал. Я как будто увидел эти Next перчатки. thing in our way is Да, going to перчатки be будут Earth такие же Temple большие, for, как у него лапы in order у to крота. enter into Earth Temple, which is going to showcase А вот the их дали как first раз. RBM in the run, which is a very powerful, well, the first scene flag RBM to be correct, Крот. which might be a good time actually to explain the differences a little bit more clear Ну, again. по сути, он There is просто раскапывает basically себе эти story flags, что-то which типа гейзеров, is для like того, чтобы something like a повыше fairy подняться. pillar where like all regions need to have them. It's like a global flag. And then there are flags like sea Мне нравится, что в flags, играх, which was like a особенно log, раньше, which не was знаю, like a раньше ledge, больше, which мне is кажется, это only really использовалось. for the Вот area эта вот code. механика, что какой-то вот And гейзер for story воздушный, flags, to get полувоздушный, them из-под земли to a бьющий, bit, он как бы we вот just тебя have to do what подбрасывает в the game воздух, помогает тебе actually wants us to передвигаться do. по But for sea flag RBMs, как бы that's a уровням. bit Хотя, по идее, он должен просто тебя, Link just just start не runs знаю, around in сварить circles. заживо, Anyway, наверное. continue on, Pepper. Или and просто отбросить. Ну, for scene flags, we can actually надо как-то get уровни a делать, scene что-то flag как-то on их Skyward, like разноображивать. scene flag 33, А это второй дух, and да? that's Ты gonna mean рассказывал, их something типа else 3 или every что-то? region that we're gonna apply Или нет, to. там было 3 So in битвы. Elden, Это scene flag не дух, это 33 is gonna mean а, something completely different than on Skyloft, как это сказать? meaning that we can get stuff that we're not Это Он supposed to просто get, похож чуть-чуть был. which is actually what we're going to do now. Это древний Going to предок get scene flag Геруда, 33 onto Elden. типа боевых женщин-амазонок из Зельд And this all в works дальнейших because, играх. as I mentioned earlier, the game uses the same С memory ней тоже space to правила, load in ребят, what the есть. current scene flags Можете are for почитать. whichever scene is currently loaded. But we can sort of like mess with that during Там back in тоже time, очень большой right? спойлер насчет So, нее when you're in back in time, you start off по on the сюжету. Skyloft scene because that's where the game Она Ага. тоже just where you are, so проникает that's what the game в knows, рогатку right? и исчезает навсегда. But when you Засыпает select file навсегда. in back in Нет, time, the нет. game actually changes your scene index to Ага. be whichever one that the file is Насчет saved in, right? насчет So этих when I битв, select 3 битв, the это ты Elden, будешь с or тем when же I этим select file one which is saved in Elden стилованным right духом here, драться. the scene index that it chooses is Но тут 2 раза actually the будет битва Elden эта. one. 3-я битва Right. будет скипать. And so Иначе для what чего we- это so все? what RBM essentially does, or reverse bit magic does, is we, we choose the file that we're going Link to лег RBM спать. onto, in this case file 1, which loads the Elden scene index, and then as the file is fading out into actually loading, В we can оба apply the эти scene flag that we расы want, which in this case is going to be the one эволюционировали в corresponding to дальнейшем. opening up this shed. Точно так же, And как the и game will see, Зора okay, so you're loading эволюционировали this в птиц specific scene flag on the Elden из scene. Акарины в And so then the Виндвейкере. scene flag will be active in Elden, and it'll just Ну, do это так. whatever that specific scene flag means to do in Elden. Так что эти Also with the пингвины, next ежи, bit, we can кроты и perfectly прочее, это showcase bit magic, which, тоже какая-то reverse bit древняя magic, bit magic, итерация
каких-нибудь, Because in this case, we just got flag не знаю, 33, which is opening the shed on file 1. как So now, when we commit не file как 1 flags Рикер, by, for example, блин, забыл, marking a tree or selecting the statue, Рок. then it will open the shed, right? Because we just saw what we did, and it's basically just the reverse of it. It's applying it to back А вот in сейчас time. заставка играет. And not only the shed flag, Мы but как every бы other где-то flag под картой that спавнимся, file потому 1 что has, видны, which и как бы мы also из-под is the текстуры как flag будто for смотрим на the мир. patrol door to be open, Ну, я думаю, which да. Я не is знаю точно, actually где там talking to он the magma спавнится. before the bridge. So because we Мне did кажется, там that просто on камера Eldin, сломанная. Ну and да, now we Используем мы committed как that камера to ломает. it. Selecting file 1 will mean that the door to patrol will be open, allowing us to enter patrol's home, which we need to do right now. This is Betro. He's very scary, so I'm gonna pull up the WeMotion Plus tutorial prompt so we don't have to see how scary he is. Whew, that was close. Он говорит, что мы какого-то персонажа, который очень страшно выглядит, мы не будем на него смотреть, потому что у нас... А, вот, все, посмотрели. Что типа экран закрывает. Very nice. А, он теперь играет из-под загрузочного экрана? С ума сойти. Yeah, the main reason we want to do this right now is actually we want to story flag attached to meeting Patrol. Я страшный персонаж, сам нас испугался. Allowing us to like collect gratitude crystals and also finish the RUSC quest once we slept one time. But that's important. I mean, we don't need gratitude crystals for anything necessarily, but every gratitude crystal is also another flag that we can reach. And the more flags we can reach and back in time, the more things we can change. And also, a nice thing with this is actually the Patrol does not only set a story flag, but also a scene flag. And then scene flag actually gets rid of the fight text after the Eldin trial, which a nice extra. We really need the story flag mainly, but it's a nice extra. Right, and so specifically, we can only each time that we do one of these reverse bit matching instances, we can only комментаторы рассказывают, как работает тип этих катсцен с помощью бэкинтайм глича. Because when you actually start the file, the game will like reset the scene flags for the specific area that you're loading to be what they're supposed to be for some reason. So we have to wait for that to happen and then cause the scene flag change for like the scene flag to actually get into the improper region. Yeah. Probably. Also, this is Thrill Digger. Yay! The only way to see this place is all dungeons, where you can talk to this nice pal, and then Он говорит, Линк, не вари из меня, не делай из меня настойку. Yeah, so shooting that jewel activates a pretty like late scene flag. It's like in the 80s or 90s, I think. Yeah. Кстати, Линк пока что, я так смотрю по сюжету, он что-то ходит, и никто его не трогает, он сам приходит ко всем и всех разваливает, каких-то людей-муравьев он развалил, башню им сломал. Они его не трогали, он сам к ним пришел. Так что пока что мы как будто бы играем за антагониста. По идее, Линк сейчас ищет свою подругу Зельду. Типа якобы ее кто-то своровал, кто-то ее украл? Да, просто мы это все пропустили. Может быть, хоть как-то оправдано это сюжетом. А то что тут приходит, что-то портит всем. Они вот никто ничего не мешает ему. Никто его не просит приходить, он что-то всех разваливает здесь. Агрессор, да. Хотя тоже не особо дружелюбные. Кидаются камнями какими-то. I don't know. Look, the camera pan. The camera's like it. You know, Magmas, that the door's open. Yeah, just go there. Anyway, while this cutscene is finishing, you probably have time for a donation or two. Wonderful, wonderful. We do have a $100 Кстати, да, donation from фанаты, J411, who says, вот этот таймлайн "Hi, Jim. официальной Good luck Зельды, on the run, and thank you for похоже, having such a great and просто welcome community that сперт supports you. этими, Donation goes ну, to that Nintendo сперт blindfolded у demise, фанатов. and I will donate an Типа additional фанаты сами $25 уже for примерно Circles расставили for игры, что как guaranteed где. PV.
А Nintendo у них сперла идею и немного переделала. А дальше типа сами разбирайтесь. $10 from Joshua FE8, who says, "Oh no, we have less than 4 hours and Zelda has gone missing. Let's hope we get her back in time." Best of luck, Jim. You're pretty cool. Thank you very much, Joshua and J-Dude. All right, so right here, we're going to be doing this weird trick. We didn't mention it earlier, but we didn't get the beetle in Skyward. Смешные шутки про So to бэкинтайм. circumvent that requirement here, we're going to be trying to do this trick called the Keys Yeet, where we once again use an enemy to aim our Skyward Strike upwards, so that I can cut the rope that's up there near where the bridge lowers down. Yeah. And thankfully, the Там Keys was какой-то pretty сетапит cooperative, очень only жесткий took, глич. 2 tries to Походу. get it to line up with the right angle. Yeah, the problem is you have only one try because the keys will die Что я там after такое you use делал? the Skyward Strike, so Yeah. you have to have a good setup. Surprisingly, it's not Что-то сетапил. actually that difficult to manipulate that piece. Like you'd think, like, oh, the keys just flies around very randomly, but the keys will actually stay within like потом a взял и pretty умер. specific range of wherever you're facing, which is why we didn't target it until I had to actually do the Skyward Strike itself. Anyway, we're saving again. So you all know Локация what that очень means. такая симпатичная, что-то такое из And to do принцип back in time Персии. again. And this time we're actually going to get some more Очень use out of our оригинально. corrupt file. Yes. So you remember earlier that Мы Pepper снова будем explained that варпаться the скоро. corrupt file is basically just Видимо, all да. zeros because it happened when we attempted to save a file that was being deleted. Deleted file is all zeros, and so now it's just saved as all zeros. But because it's all zeros, that also means that it doesn't have any story flags on it, which is very important because we want to load the Knight Academy for this specific instance of Back in Time without any story flags, because that'll load us into the default layer of the Knight Academy, which is the only place that we can perform the RVM that we want to perform here. Yeah. Or at least this specific type of it. Yeah. Going to talk with Pipit, and Pipit is, only giving us this text when we are at the very start of the game. Ну, So we want that text. сейчас он сделал so бэкинтайм we go и говорит, что у него 5-3 here, один из сейвов which is actually обнулился going to полностью. raise the bridge Типа to все флаги, the которые second были part of Earth Temple, по so сюжету, like the whole lava section, стали and нулями. the peg there. То есть все But it's not предметы, right away. квесты, Some все actors стало are just нулем. different. They Так, need, как like, будто бы он reload. не играл еще в этот квест. It's just what А the как game так needed it to получилось? То be. есть что он, Some can почему так immediately произошло? change, Просто это, Ну, видимо, это and какой-то some need, like, a баг. reload. да, типа самой баг, игре. глюк, So что-то we'll в need этом to есть. То есть он reload заставил for игру that to так be думать, there, and может we быть, also за need счет the bomb back, чего-то. so Интересно. that's where we're going right Там now. И как он будет это подгрузился, использовать, получается? но он перезагрузился, и типа он скипнул какую-то часть этого данжа, как я понимаю. Я, конечно, не особо понял, как это работает. Надо, кстати, про бэкинтайм это почитать как-то отдельно Also, like будет. cutscene here that we can skip with the Может быть, by это hitting связано с тем, что если игра думает, что, грубо говоря, он не должен здесь находиться, она его выбрасывает из этого, допустим, места, которое он пропускает, но выбрасывает вперед, а не назад, и, соответственно, он может дальше продвигаться. Ну, если он реально что-то пропустил, я до конца так и не понял, конечно. Вполне возможно. Что-то в этом духе, то есть игра его код перебрасывает, потому что он не должен здесь находиться, допустим. Because Потому что у I него все ideally по those нулям. apples will do the big Всё, jump весь back and сюжет. try to like shoot fire at you, and when they do that, they're just completely vulnerable. So I can just walk up and knock them back with a quick spin. Now we have the bomb bag. Что же в сундуке? Well, we obviously will give it back. Of course, yeah, we're Это gonna get пипета, it back. Purification Powder из террария. Это бомбак. Yeah, bombs are very nice. Он теперь может it цветки allows us бомбы to себе die складывать. quicker. There's certain Которые points where стамину bombs are поднимают? just very convenient, Нет, and тут здесь it's цветки just very бомбы. quick to get, so Типа ты срываешь цветок, we get it. и активируется таймер бомбы, и потом этот цветок взрывается. Hey, А, now we get бомбы, it. И понял. We can see в других зельдах, типа ты срываешь цветок, So after we и get сразу the five активируется bombs таймер. here, we're just going to immediately die, Он что-то in получил the апгрейд lava сразу для этого. because this is how we're Бомбага. going to Да, я reload, тоже the заметил. Earth Когда Temple касцена for the активировалась, да? RVM we did to Да, raise the с этим bridge to мешочком снова. actually take effect. And this Видимо, also да. spawns us near it anyway, since the last place that we saved was the statue in the middle. Yeah. Still have to watch А the он теперь cutscene if хочет we pushed it up, перезагрузить so этот, game's like, hey, good job, you перезагрузить did it. этот данж, и там, походу, этот мост And I'll also поднимется. just get a quick А, AUC здесь мост. refill right here. Yeah, we actually
Типа этот мост должен был подняться, он скипнул эту цену этого моста. Подъем этого моста. Я не рассказал. Типа в предыдущих Зельдах тоже есть цветки бомбы, и когда ты их срываешь, там сразу бежит этот таймер. И они потом спустя этот таймер, короче, взрываются. А в этой игре ты можешь сорвать цветок, и несмотря на то, что идет таймер, ты можешь положить его себе в мешок, этот цветок, и пополнить количество бомб так. И он не взорвется уже. Если у тебя мешок такой есть, да? Ой, я помню эту локацию. И помню, когда Back in Time глич только начали изучать так активно. Точнее, Back in Time варпы именно. Гимнаст очень много здесь времени проводил. Он что-то здесь изучал. Гимнаст, кстати, какие программист, как я понимаю. И там, ну, короче, он именно в коде этот разбирается. Он очень много ковырялся со многими играми. И с Окариной, и с Маской Мажоры, 3D-шными. И Skyward Sword, и Twilight Princess. Он и один из разработчиков главных Ocarina of Time 3D рандомайзера. Прям очень много чего делал для комьюнити именно. Такой... Рандомайзер, он получается, что он делает? То есть рандомный предмет я могу предположить. Да, он все предметы в игре перепутывает. И ты должен пройти игру, как бы этот, отыскивая один предмет за другим. Еще один замок такой, с поворотом ключом. Shoutouts to the Age of Calamity community, and can I get... Oh, this is specific. A regular QQ, a long machi Q, and the big one, Buka QQ. Thanks. Well, I can give you the first two. I don't know I can do the third, but have fun with a QQ. Короче, там комьюнити вовсю мимит насчет этих QQ. Там, получается, человек задонатил и заказал у девушки, чтобы она, как сказать, ну, произнесла, короче, их фразы. И типа, говорит, мне, пожалуйста, маленькую QQ, мне вот такую QQ и вот такую QQ. Она говорит, ну, я вот первые две сделаю, а последнюю не знаю, получится мне или нет. И, короче, вот их всех сымитировала. Нормально. On the Skyward Sword, Jimbo, nothing like some back-in-time action to have a good time. Продолжается каламбур про время и возвращение назад во времени. Interestingly, one of like the harder bosses to do correctly in the speedrun. Scaldera's damage calculation and like the way that Scaldera will try to like make the Они, кстати, похожи. Вот этот босс и сам раннер похож чуть-чуть. Не знаю чем, может прической. Они прям чуть похожи. With like his really long legs and then rolls back down because that's kind of slow. So we're going to attempt to do damage in a very specific way here so that we skip having that cycle happen at all. Yeah. It's almost late there, but still made it, thankfully. And then the reason... Yeah. Go ahead. The reason we can do different types of damages is because we have both Skyward strikes and normal strikes. Meaning that we can do Master Sword damage or Skyward Sword damage, Goddess Sword damage. Yeah, this unfortunately was not 100% perfect. Помимо того, что босса бьет, он еще и свой хп контролирует, пытается задамажиться. Походу будет деф варпаться или снова делать back in time. А, специально получает урон? Да. Вот эту часть я не помню, у Рана. Я смотрел Battle Dungeons, но это было давно. Вчера гимнаст стримил, и что я не стал его смотреть. Он просто пробежал, подготовился разок. Поболтал. Это был второй данж, понятно.
not like too bad of a time loss. Да, сейчас он будет этот. As we go to the end here, we're picking up some Снова more делать bottom begin time. flowers. Interesting note about the like doors at the end of these dungeons. They're actually on like this weird cycle where they like glow and dim periodically. But if you've ever heard of the Super Набирает все-таки Mario бомбы Bros. на Bus будущее. metaphor, it's kind of the same thing here, where the door will only open at the lower, like whenever it's glowing Много the least данжей. on like the rise and fall of like how bright it is. So as long as you open the door anytime before like the Я не next помню, сколько точно. dimming part of the cycle, Но you just have to wait for the dimming. достаточно много. For some reason, I'm not sure why they made it like that, but that's what it is. Ну хотя, что считать много в Now, if you finished Earth Temple, Blink 2 to out the of 7 Past там. done. And now we actually have Сколько их там? all pillars. 12, что ли, And данжей? with this Или pillar, we 11. actually do want the tunic because В Окарине obviously there won't be 8 any more данжей. pillars after this. And at some point, we need the tunic to get rid of the barriers, especially when it comes to going to Lineru, because the Loftwing tutorial does not allow you to get to Lineru even with diving or anything. Yeah, it's just too far away, basically. That's what we're going to do right now. And in fact, it's, as you see in another bit, we just saved the prompt here. First, we're going to copy. This is a very important copy. Now we have the file that we're going to use for the rest of the run, Снова allowing us reset. to go into the sky. Because now Сейчас we can побежим use tunic. ставить третий And камень, that file has also как я понимаю, Elden flags, which is чтобы nice. открыть всю So карту this is the same scenario as всего like the мира. Elden pillar. We commit Scala flags, and we also commit inventory flags to get the Amber tablet. Я вроде услышал хорошую новость, что какой-то So we один can из place сейвов, it. который они сейчас либо But this сделают, либо у time, них уже он instead есть, of будет использоваться you до know, конца игры. RVMing the story По крайней flag мере, for один the из Linear этих pillar, сейвов, we если я actually want правильно to понял. reverse bit warp into И, возможно, мы будем pillar продвигаться cutscene. по сюжету дальше And the main reason is активнее. there usually is some Ну, fight text in the я так понял, statistic что view они сейчас telling you that просто place the pillar. оттягивают получение So туники by, you know, всем doing it a этим. bit and entering the file that doesn't have the pillars placed, we don't get the text and we save some time that Потому way. что ты в самом начале, как только Now меч he's gonna start a получаешь, little bit ты, earlier, по-моему, в самом you начале же know, должен получить этот before the transition starts, and then the тунику. transition starts, and you're Интересно, now in the поставил cutscene. третий камень, но второй камень Yeah, and the reason that it didn't отсутствовал на like этом have any пьедестале, coordinates is хотя мы because его we were at a уже save ставили prompt, до and этого. the save prompt will just load the transition normally, which is very nice because that way we can play the cutscene normally. Третью Now we use локацию tunic. открыли. Yep. Ну и Alright, дальше so будет now этот. that we have the tunic, the next logical step is we're going to take a nap. Yeah. This is necessary, Yes. but it's again the effect of this won't be shown for like an hour and a half. О, и мы получили almost. тунику. Yeah, I the thought you just headmaster got was. tired. Yeah. I mean, yeah, Link was probably tired after doing 2 dungeons in his regular И, clothes. скорее всего, The с этого headmaster was like, момента nah, I'm мы out of here уже now. I need to stay не around будем for him делать sleep. back in time. Anyway, now that we've completed 2 dungeons, according to Возможно, Pledge, it's time to для actually start up on our некоторых grand варпов adventure now. We're gonna данжи, get the adventure pouch from him. но я не уверен. Карманы Pledge doesn't дали, think да. Skyrim Earth Temple are, you know, Это не that- карманы, это как называется-то? They were just the warm-up dungeons. Yeah, Есть. warm-ups, yeah. Now you can go. And also Короче, important, сюда we use эти the left over обоймы here. кладут. Yes. Very important, Подсумок. because this Сумка. actually will Да. use entrance 5 to enter Сумок. Skyloft, which is going to be an Подсумок? important Подсумок. information the game needs to remember. Right now the game remembers, we entered Skyloft with entrance 5. But it's not going to be important right away because we're first going to do a different, but probably even more important RVM, which is going to save a huge chunk. The effect we'll also see later, but mainly In, just like- because of routing convenience. Yeah. The effect of this next one you will see also in about an hour. A lot of things we do which come back an hour later in this run. Yep. Makes you think about how crazy the routing can get sometimes. Yes, so for this one, we want to get to the Lumpy Pumpkin. Yes, we also will show the Lumpy Pumpkin. Link is hungry. Yes. Some nice pumpkin soup. So first we're gonna get our Loftwing, which will just mean save a file that has a Loftwing, which we now did. And then we can enter the sky. This time actually we have the tunic, so that means that all
normal loading zones to the sky are active. So by selecting the file, like Jim is doing here, and then switching shortly before the load would happen, we actually can get the load earlier because of the hero tunic. And now, welcome to some diving practice here. Definitely Сейчас not будет прыгать easy when you снова do с the first птички. time, but Jim has done it so many times. Still gonna be a little bit weird to see because, you know, there's this weird effects and stuff. But that's why we При stay том, on the что он splash почти screen ничего here, не видит. Ну, как because бы он there's понимает, no, like, естественно, что the он borders делает, are но not за there, so экраном we can ему actually see more, труднее, allowing us естественно, to чем без этого see the экрана island earlier. целиться. Yeah, we have to dive here, obviously. It's actually very tricky to do this correctly because it's like not really possible to tell if you're actually diving in the right direction. It's very easy to just like drift diving in the wrong direction and just not notice. I'm getting a little worried here because I'm not seeing the lumpy pumpkin. Yeah. Нет, ну ранее рассказывали, что это очень трудно Or was it? выполнить. Camera will come back to us here and we should be able to see it. Okay, Yeah, I mean, Даже для just barely. для него. I just jinxed it, I'm sorry. Да, там что-то не получилось? Или Ну, что? он как будто заново на птицу залез, я так не понял, он перезагрузился или просто он позвал птичку, чтобы она его подхватила. А, вот он как будто перезагружается. Or like the title lore that you see, and then back in time just ends, and we don't want that, of course. Yeah, unfortunately, you know, it's not in the barrier. Oh, there we go. That was a very, very nice one. Yeah, this was basically perfect. Все, получилось. Yeah, Приземлился, да, на тыкву. Yay! Hooray! We actually just want to talk to this guy over here. Really nice guy. He talks a little bit about the patrol, and this is actually one of them where the flag sets when you start talking to them. Он зашел в это здание и загрузил другой сейф, где он в тунике уже был. Yeah, usually like flags for Игре, походу, все равно, какой прогресс загружать. Ну, он, получается, персонажей из одной игры пропихал в сейф, короче, другой. Да. Поменял местами. And now for the other thing we're doing, the reason why we had to use the left entrance to go out. So we're going to die here again, and we want to enter Ancient Cistern, but we don't have the scale. So normally you have to use the scale to get up on a ledge to enter Ancient Cistern, and there's no real way to do it without the scale. But in Back in Time, we can use a very cool trick, although it's very hard, or hard, I'd say. We can use a trick to actually get there early. But first, we have to get to outside Ancient Cistern, which means we have to go to Ferret. Doing the same thing as we always do, saving our file to get our loft wing, and then entering the sky. Мы снова дошли до той стадии игры, когда он делает какие-то манипуляции с сейвами на протяжении большого количества времени, чтобы, я так понимаю, получить возможность дальше двигаться по сюжету уже куда-то, ну, более как-то эффективно. Снова переключается между сохранениями. Yeah, thankfully the Baron Pillar is a lot closer than the Lumpy Pumpkin, and it's not like really high up in the air. Yeah. So now again, the map screen crashes, so we have to have file 2 last selected, which is what Jim just did there. And now after the clouds, we want to switch back to a file that has seen the intro cutscene, so you have less, like you don't have the cutscene there playing at the start. And now we just want to get all the logs down on our way. We have a lot of flags now. We have Skylar flags on file 2 and Elden flags on file 3, so we have many flags we got. So we're going to use file 2 here, get this log down, which is still Fledge. Thank you, Fledge. And now in the Anti-Temple, we're actually going to commit file 3 flags by shooting above the... I didn't enter with file 3, so I don't have the slingshot. Sure. Well, that's fine. It doesn't change too much. We have to actually push this log. Saves maybe like 5 seconds.
комментатор больше какие-то технические особенности рассказывает того, что они делают. Типа загружаясь между сейвами. Мы получаем очень много так называемых флагов. Типа отметки того, что мы уже сделали или что нужно сделать. Грубо говоря, например, если мы посмотрели уже катсцену, то в коде, ну типа в памяти игры устанавливается определенный флаг на эту катсцену, чтобы ее больше не проигрывать. И перезагружаясь между сейвами, мы как бы подсовываем эти флаги типа между друг другом и пропускаем какие-то определенные моменты в игре, будь то катсцены или что-то еще в этом духе. Nice. I needed to be silent for a moment there because there's a, sound cue and everything. It's a pretty tight 2 frames. But he got it. So that, the game is for like a brief second. Раннер рассказывает, что какое-то действие выполнил только что, которое на выполнение которого 2 фрейма, если я правильно расслышал. Выделяется 2 фрейма, чтобы успешно его выполнить. У него с первой попытки получилось. Грубо говоря, у нас есть фрейм-перфектные стратки. And there were so many other things going on, but yeah, maybe we'll have some time later to explain it a little bit better. But yeah, we skipped using the water dragon scale to get into the ancient cistern, but the game still expects you to have the water dragon scale when you're in the ancient cistern, so we're gonna do some more RBMs to skip having to use the water dragon scale in here at all. And these are both going to be our RBMs, so this is why we говорит, что они пропустили куда шкалу. Я так понимаю, что это шкала, которая позволяет погружаться под воду на какое-то определенное время, как в Окарине. Типа, чтобы глубоко нырять, там есть серебряная шкала, которая на 5 секунд позволяет, и золотая шкала на 10 секунд. И тут, походу, есть что-то похожее. И мы сейчас скипнули эту шкалу, типа подъем этой шкалы, чтобы попасть в этот данж. Да, я тоже слышал, они, получается, рассказывали, то, что они делают какие-то действия, которые позволят, избежать необходимости чего-то, обладания чем-то. Вот эта шкала получается. This one is going to be a Снова себя. It's going to be the one by the Lumpy Pumpkin Patch. This one is actually going to open up the boss door for us so that we don't have to go get the boss key. And this basically skips like the entire dungeon because now we just have to go to the center, get the whip, and then go up to the boss. So as we're doing this one, I think we could probably fit in a donation or two. Говорит, что сейчас скипнет вообще весь данж целиком. И будет какая-то битва с боссом, да? Да, он типа пропустил подъем этого большого ключа для двери босса. Сейчас он загрузится и, скорее всего, сразу же переместится в комнату с боссом. Как я понял. Вообще в 3D Зельдах это много где, что типа много где есть такие скипы, когда ты заходишь в данж и практически сразу попадаешь в комнату с боссом. Анонсер говорит, что вот осталось $66 тысяч до миллиона. Сильно. Ну, как обычно на ГДК. Первые 5 дней собираются 1 миллион, а последние 2 дня собирается еще 4. Обычно как-то так это происходит. У нас завтра что, пятница? Завтра ждем 1,5 миллиона, в субботу ждем 3 миллиона, и в воскресенье ждем миллионов 5-6. Я не думаю, что 5 миллионов соберут. Да, 4, давайте скажем.
Hark! The peace must be 3-4 restored. пусть будет. So find your loftwing, climb aboard, and drive off as it races toward pillars meant to be explored. You'll fight against an evil lord. You'll grab the harp and strike a chord. Though many quests can Это be донат такой в ignored, there's стихах? just no time you can't Да. afford. To catch не some расслышал. bugs or be adored, to skip Beatrice, she's looking bored, and skip the giant, flying gourd. Heck, why not just skip half the horde? To face demise, the most abhorred, strike him down, and once he's floored, when rain has poured and thunders roared, and lightning's in your blade's been stored, finish him for your reward. Run completed, Skyward Sword. Жесть. That was really cool. That was actually really cool. Thank you very much. Good job. It was a beautiful poem. Yes. I did not know there were that many Ну, это клапа, words конечно. that ended in Да, человек написал, не то, что полноценное стихотворение по спидрану. Ну, как бы с рифмой, конечно, простой, то есть там получается... just a little bit. Okay, didn't think so. Ну, зачитал, короче, Yeah, нормально. so I finally did that Анонсер. RBM correctly, so we can Я потом, может, continue on перечитал with бы, this если little bit вспомню of об ancient этом. cistern that we're actually doing. Потому что неплохо. Yeah. So next up we have the Клапа. Soundmaster fight, which is a pretty fun fight. If all the RNG goes well, I will not get вот и hit в at all. комнат- We'll комнату с basically боссом. beat him in like Не понял. 20-ish seconds, Yes. including Also nice cutscene time. Ой, Как какой. любит станж. And yes, it's also one of the only times in the run, and the first time that we use the shield. Скелетончик. Oh wow, he missed. Вот это донат. Вот это, я понимаю, I донат. was literally right in front of him. А то and he missed. донатят, Is he bad? пишут. Спидраны быстрые. Ну, что это такое? Юморист, что ли? Надо вот стихи. Alright, nice. Развалил. В буквальном смысле. Let's go. Развален. Now we can get the Yeah. whip. So that's the mini boss of Ancient Cistern who's guarding the whip. So now we can just go in and get the whip. Какой-то хлыст? The whip is Кнут? a pretty cool item. As we mentioned earlier, we skipped getting the beetle in Skyview Temple, and by extension, this also means that we'll be skipping the hook beetle, which you would normally get in Lanayru Desert. And so because we're not getting the hook beetle, we have to have ways to get around all of the hook beetle uses. Also, here comes the boss door in Lanayru Mining Facility. And so the whip is one of the necessary походу, какой-то components for аналог being able to skip the hook beetle хукшота in the Lanayru Mining Facility when we finally для get этой игры. around to doing it. It's Или also one of the main Uh, forces that decides the dungeon order. забыл, клэушот, по-моему, назывался. Типа веревка с этим, с крюком в We need инвейтере. the whip and the bow. So we'll need to do Ancient Cistern and Sandship before doing LMF. So we can skip the hook beetle. Мне нравится, very как только easily. получили мы этот хлыст, кнут, сразу столько предметов появилось, которые требуют его использования, что просто глаза Now разбегаются. we are going Да, это to fight Особенность Colossus. вообще всех зельд. Very cool Типа, как fight. только ты получаешь какой-то предмет, Some тебя учат им nice пользоваться tricks to первое время. quickly beat him, because we have the Ну hero правильно. mode, Skyward Спрашивают в Strike. комментариях, предметы в сундуках случайно? Yeah, Я Hero Mode сомневаюсь. Skyward Strike is Это не very рандомайзер, overpowered. так что нет. Uh, in this fight, А в рандомайзере здесь могли быть when they were перчатки, designing this или fight, I guess рупии, they just didn't или really think about что-нибудь players playing бесполезное it with the вообще. Hero Mode Skyward Strike. So we'll see what И что the и тогда effects of делать? those are in Ничего? the second Ну, phase. дальше искать предметы, которые тебе But in нужны. this first phase, we basically just kind of have to wait for Koloktos to С try ним and smack героинин. us down, and then Но we он can будет just rip прям his преследовать arms всю off. игру. А, вот и босс. So when Босс симпатичный, you интересный, do it too early, it just doesn't work, which is interesting. оригинальный. So here, we whip his core here, which is actually RNG manipulation for his next attack. And then we're going to place down 2 bombs here. And as he tries to do his next attack, if we make both Да, bombs подписка на explode, Xbox Pass. both bombs individually Может will выпустить actually в do сундуке. damage to Koloktos' core, which does enough damage to just one cycle the first phase completely and bring us into the second phase here. Where he brings out 6 swords. Он говорит, типа, поставил там 2 So бомбы, basically, и you just need каждая him эта to бомба do отдельно нанесла 1-1 ему to урон. hits. Так он типа быстро закончил первый цикл Need to make sure I do not файта с этим боссом.
want to use this sword just to open up his core so that Опа, he Линк can поднял. perform some Skyward strikes. Погнали. Pretty much every other weapon that you would normally have here only does like one. Жесть. Like one HP Линк просто вот отнимает жизни, даже глазом, брови не ведет. Просто отнимает жизни направо-налево. Нет бы обойти. Вообще по барабану, убил всех. No, almost done the third dungeon. Yep. I think So maybe this part container, we don't want to get. Yeah. We'll be ignoring it. It wouldn't be like a huge deal if we did get it, but it's just inconvenient because wouldn't you know? Была такая игра Punisher, Punisher, где ты просто вот скроллишься через экран и расстреливаешь людей. Вот сейчас происходит просто то же самое. Ты можешь ни у кого не убивать, если ты не хочешь. Но ты идешь, и ты целенаправленно убиваешь каких-то людей, или не совсем людей, хотя могут просто обойти. Вытворяет Линк, да. Вот там этот был. Такой зеленый круг. Это отсылка на Фарора, на одну из богинь. Ну, это, короче, тоже по лору, короче, Зельда. Там 3 жемчужины. Зеленая, синяя, красная. Типа символизирует богинь, которые создали там Хайрул, по-моему. Или вообще... вообще... В общем, я забыл. Ну, по-моему, не Хайрул только создали. И оберегают его. Типа создали... Что это мир, это или это материк, или это как? Хайрул. Ну, Хайрул это вообще... Типа это само королевство, типа само государство, где Линк живет. Ну, в этой игре его нет. В этой игре Skyward. Skyward — это такой город в небесах. В конце игры он упадет на землю и станет Хайрулом для будущего. А куда он упадет? Он упадет просто на пустырь, или он раздавит под собой тоже какую-то цивилизацию древнюю? Но это как раз спойлер. В общем, ладно, я сразу заспойлерю. Он упадет на последнего босса финального и запечатает его. Жесть. Так, они что, они набрали деньги на слепое прохождение там какого-то босса, да? Я просто вижу, что в комментариях, во-первых, спамят, во-вторых, он что-то сказал. Ну да, ну там последний босс такой, что типа побить его вслепую — это почти мем. Типа что он не такой сложный, как кажется. Особенно для гимнаста. Или там вообще, в принципе, для любого полупрофессионального раннера Skyward Sword. Да, любого, кто победил его хотя бы больше 10-20 раз, наверное. У кого руки заточены под джойстики лишние. For this RPM, we want to load the Academy again, except this time we don't want to load it with like right as if we're right at the beginning of the game. We instead want to load it as if we just did the log. Пикет 2 подписался. Тир 1. Красавчик. So this loads us in a state where we have Professor Owlin here, who has a specific scene flag for us that we want. Yeah, he knows the way to the trial. Exactly. He shows us the way. He has the secret code. Yeah. And to commit this one, we're going to show you a hidden rupee that you didn't know about before. Yay. Тем временем, кстати, мы набрали, ну не мы, ГДК. Так, молчу. We have $9,000 from DK Salfo, who says,
Can't wait to see you not see. 600 тысяч рублей задонатили, ребят. С Thank you so нетерпением much ждут to слепого everyone who helped прохождения. us meet that incentive. Yes. Wait, so that mean we're only 40K away from 1 million now? Ooh. Let me check for you. We are currently 56 away from 1 million. Okay. Зачитался чат. Там что-то баба рассказывает про какой-то проигрыватель. Quite a bit earlier. Things update at an interesting pace sometimes. Какая, кстати, All the Nintendo time 64 travel is выходила causing как it. I really think that's такая a problem. медиастанция больше. И она называлась IQ Player. Too much time travel. И This time we're going был, to open a был один chest. период, Yeah. когда One of the IQ only ships Player, in the game that, типа Ocarina of Time на этом IQ Player работала быстрее. Oh, И sad. Well, профессиональные спидранеры, которые хотели VR, got a scene в flag. N%, That's all we need. они там And this one is actually переплачивали the scene flag for безумно having большие a деньги, statue visited, чтобы купить because each китайский statue, плеер, when you select it на the first котором будет time, работать it Ocarina. also sets a scene flag so the game knows, oh, you have checked that statue so you can land at it. И So, you know, we're going to use that потом right away here. нашли We're going to глич, use the map screen который назывался when we GIM, enter Lanayru. типа And Get it'll show Item us a Manipulation. statue that we're not supposed to have. И But with этот the scene flag трюк REM, не the работал game на этом thinks we китайском visited IQ it, so плеере, we can и land он at стал it. не нужен. И очень многие раннеры, которые потратились на этот IQ плеер, они очень сильно возмущались. Вот это подстава. Там самый известный это, наверное, Нарциссов Райд, Also, you can see который on был that раньше raised, Космо Райд. but it is not actually raised. That's just Ну, там because we можно beat на a ютубе cistern, and the game посмотреть just assumes that we про него. should have beaten Element at this Клинжануть point так then as well. часика на полтора. But, you know, Мгм. we're going Таких to много raise очень Lanayru, историй, but когда not подставляют 50. спидранеров там тем или иными. Те или иные события Yeah. подставляют. Пару лет назад примерно такая же история была Маджора, типа в Majora's Mask. Там нашли баг, который называется текст оверфлоу. Типа ты много-много-много раз играешь на Ocarina одну и ту же песню. И из-за этого забиваешь какую-то, память игры текстом, который там спавнится. И он позволяет там открыть дебаг-меню. И проблема в том, что по этому дебаг-меню можно Welcome to the first Zelda. управлять только дипадом, стрелочками. Вот есть стик на The джойстике, main есть idea here is стрелочки just дипад. get Мгм. И на Wii версии in the fastest вот эти manner, стрелочки which you почему-то в see, like a дебаг-меню не circle работали. around the map, Зато они работали на if it's conveniently possible. Wii U версии, So that's типа what we're going Wii U to do VC. here. И There is some places in the как раз quicksand это случилось до that того, are как just traversable, буквально там just за like a неделю, normal, может, за две, the neighbor когда map, Majora's which Mask, a gym knows, типа so you can Wii U use them VC, to пропадала из get магазина. to the Типа left там у нее side совсем here and start ограниченное the время circle. было. И топ-раннеры, у которых не было Wii U, быстро побежали скупать вьюшки, чтобы успеть купить этот. Мгм. Majora's Иметь Mask. возможность пользоваться. Да. И когда они все скупили, они сделали эти раны, и буквально там вот человек 5, наверное, вот кто хотел это сделать, они этот ран сделали, и тут же нашли новый баг SRM, который уже не требовал вот этого всего. И Я там так и можно, подумал, что этим закончится. Ну да. там можно было сразу перемещаться уже на Луну, там не смотреть катсцены и все Жесть. такое. But in a different way. Но все равно стали частью истории, грубо говоря, эти ребята. О, теперь тут надо идти собирать. Yes. Я не знаю, как они в этой части назывались, Fun to но watch for sure. Twilight Princess, они, Difficult to по-моему, do, слезами назывались. but fun to Типа watch. надо собрать все, чтобы пройти дальше. И эту часть нельзя скипнуть. Ой, еще донаты. Wonderful. We have $10 from FTAB, who says, "Bucks for bonks. I will be donating $20 per bonk this run. Feel free to give me a couple extra charity bonks, Jim. Good luck. Will do. And make sure that they don't Что waste такое too бонк? much time." Бонг — это когда ты кувыркаешься We have и $25 случайно врезаешься в from стену, в дерево, Nintendo куда-то Game, who еще. says,
Hey, Jim, and hey, И Piggy. прям так этот, Best of luck with the там, run. I know you will ну, kill it короче, as сразу you понятно, always что ты do. Thanks for always being не a просто light in рядом my life кувыркнулся, а multiple именно times ударился a и week так. with your streams. И это I hope называется this бонг. run is a light in И other lives today в as you некоторых destroy рандомайзерах Skyward почему-то Sword даже есть yet стата again специальная, in the типа name сколько раз of ты destroying cancer. бонкнулся в Hope стену. Girahim plays nice На today. месте Типа, Can't wait гимнаста to я бы see the сейчас blindfolded нафармил demise fight that never ceases to бонков, amaze. чтобы денег And let's получить. ну get тут не those считается. circles. Так не считается? Ну интересно, типа так. Ну, конечно. Yes. Например, в некоторые деревья, если бонкнуться, то из Perfect. них I начинают have сыпаться рупии, там $20 сердечки here и все from такое. Raid Spinel, who says, Jim, is it too late to ask for dig spot RBM? Вот, кстати, сейчас пока он собирал вот эти капли, блин, а вот забыл, как они здесь называются. Unfortunate timing there. Типа, возможно, также слезы. Там, вот видишь, такие как бы ну, как бы есть такие отсылки по... вот игра сама в темных цветах, но иногда игра становится яркой такой, цветной. Maybe. И если ты думал, что Back in Time глич это единственная фича со временем в этом спидране, то нет. Сейчас в дальнейшем мы будем внутри самого данжа делать зоны из будущего и прошлого для того, чтобы пройти данж. Например, мы получили этот, когда это типа хукшота, как я понимаю. Ну, что-то, да, какие-то такие. В общем, там... Это подшипники снимать такая есть штучка. Подшипники, когда снимаешь. Ступица, да, я понял. Наверное, да. Так называется. Снимники подшипников, да. Для линка. Вот я хотел сказать, что сейчас в данжах будут такие моменты, типа, когда, вот, например, вагонетки, они просто стоят там на земле. И там будут некоторые специальные места в этих данжах, когда ты активируешь, и вокруг тебя появляется такая, как бы, небольшая зона из будущего. Типа, ты как бы в прошлом, но вокруг тебя зона из будущего. И в этом будущем, например, уже есть электричество, и вагонетки начинают уже ездить, а не просто стоять на месте. И тебе нужно там... Это будет сейчас, да? Да, это очень скоро будет. И тебе надо перетаскивать вагонетку из прошлого в будущего, чтобы она поехала, например. Все такое. Ну, типа, прикольная механика. Нет, гимнаст не из наших. Он американец вроде. Start a cutscene like this. Usually when I do that, I save like half a second due to either skipping a camera pan after the cutscene or by instantly getting control of Link when I go to the other side of a loading zone. So yeah, that's why we do that. Because instantly getting control of Link will allow me to move quicker and it'll save like half a second or so. А вот снял, кстати, вот это, ступицу снял. But that only applies when we actually get instant. Я ступ. Лежал, я только что видел. Usually is a longer segment. But, Подозрительный американец. Что подозрительно-то? Gymnast — это обычное слово. Латинское. Кстати, как вы думаете, почему у него ник гимнаст? Я предполагаю, что он занимается гимнастикой, может быть. Мое предположение, моя ставка. Кто еще, у кого еще есть предположение? Он спортсмен. Ну, кстати, да, он, типа, занимался гимнастикой, он был гимнастом раньше. И когда у него на стримах спрашивают, типа, скажи, почему у тебя ник гимнаст? И он закидывает ногу за голову, так, оп. О, я так об этом и подумал, кстати, что у него плечи, вот я смотрю на его плечи, и они вот, не знаю, как это описать, но вот именно плечи человека, который гибкий человек. Не знаю, как это объяснить. То есть, видите, когда видишь гимнаста, у них плечи, он может вот именно там лопатки свести спереди, там сзади и так далее. Руки такие.
в таком состоянии. Because when you do that at nighttime, the game is like, oh, well, you can't call your Loftwing at nighttime, so it just instantly kind of voids you out, and then has you getting saved by like one of the night guards that are on patrol. Which is unfortunate, but Так сказать, гимнастические плечи. So one thing with these night back in times that we've done a bit now. Его можно месить как тест, да, его можно в узел свернуть и вот в ЭКГ машину отправить. Delay that you have before getting a tunic. Чтобы фотографию красиво сделать. Тоже есть в этой игре, оказывается. Дневное и ночное время тоже есть. Почему-то я раньше не обращал внимания на это. Что есть? Дневное и ночное время. А я тоже вот еще, может быть, минут 20 назад обратил внимание, что ночь была, он бежал. Я думал, вот сюжет меняется. Ну, типа, ты в какую-то локацию заходишь, она ночная. В какую-то локацию заходишь, она дневная. В первый раз в Окарине появилась, но там оно очень мало на что влияет, скорее на какие-то второстепенные моменты, второстепенные квесты. Вот маска мажоры полностью завязана на времени. Там очень важно не то, что даже утро, день там или вечер. Тебе нужно прям знать, сколько часов. Потому что там, например, какой-то квест можно выполнить в определенные часы. Там, например, сопроводить человека. Там, например, знаешь, что она отъезжает в 6 часов вечера во второй день. И тебе надо в это время туда, короче, подойти на место, чтобы ее сопроводить. Иначе она уедет без тебя. Все такое. Ну, прикольно там это. А вот, кстати, и вот это вот, о чем я и говорил, что перемещение во времени в игре. Типа вот он сейчас активировал локацию будущего вокруг себя. И там вода, хотя вокруг пустыня. Но в будущем вода. Или это прошлое, или... Скорее всего, будущее. Теперь он будет плыть по пустыне, и вокруг него будет... Вода? Да, вокруг него будет зона будущего. По-моему, здесь это. А по идее, получается, он сейчас находится на летающем каком-то острове, который в конце игры упадет на Землю, правильно? Да. Соответственно, в будущем тут просто небо должно быть, а не вода. Там, чтобы активировать вот эту вот локацию будущего и прошлого, там какие-то камни, по-моему, надо, типа, по ним стрелять. Ну, смотри, плывет по пустыне, и как бы вокруг него вот это круг, вот эта локация, она продвигается. Там на горизонте пустыня, песок, а именно вокруг него все это вода, там море. И сейчас данжи будут построены на этой механике, что тебе нужно активировать там часть локаций будущего, часть локаций прошлого, чтобы решать квесты, ну, типа загадки и пазлы. A flag to Skyloft and have something happen there. Mainly, we are going to bonk file 3, which is the Elden flags. It shows Farron, but that's just because we bit saved it there, but it actually still has Elden flags. We're going to bonk that on the tree, which has Elden flags. So remember, we had like это основная механика в спидране. Его перебросил как будто. As we used it earlier. Это он по кентами сделал опять, чтобы скипнуть там дверь, по-моему, что-то такое. В общем, мы еще будем делать это время, как я понимаю, типа несколько раз, чтобы скипать двери и все такое. And then there's going to be some text there, and at the end of the text, we're going to start giving us the scene flag that we're looking for, which has a very cool effect on Soundship. Like right and then left here. Hello. And
RBM on the Он third вспомнил text box, какой-то going to сундук. the fourth one. The flag is actually on the fourth one, but it's slightly faster to start the file on the third one because you have enough time to clear the fourth Кстати, у one, раннера, save the когда в flag. меню выходит, у него время before показывает, the да? file 22 starts. часа. Это он где And now сейчас? we can continue on with Sandship. We В gotta go Лондон? get the У first него small время не key, настроено. and then we'll Или be doing настроено a на какое-то depth one. определенное время To make консоли, our way back up to the top, чтобы so we получить, don't наверное, have какие-то to определенные go данные. through this Может whole быть, да. section again. Я знаю, что в покемонах на 3DS есть такая We probably have фигня, time что for a donation right now. типа перед раном тебе нужно вот выставить определенное время на консоли, Perfect, чтобы perfect. пока ты спидранишь и к определенному Sorry моменту about that. Here прийти в is какую-то a точку, $50 чтобы у тебя на donation консоли было from какое-то Clizzix, определенное who время уже said, установлено. "Not sure Ну, how например, much I поставил donated. The 23 Skyward часа Sword title на screen консоли, was covering the какой-то donation день, page. 23 часа, Loving the event so far. и Looking ты знаешь, forward что to ты more через час fantastic прибежишь runs this week." в какую-то нужную локацию, где It sounds like a важно great idea знать for a время вот этого future самой консоли. Skyward Sword run. Just И put типа an ты когда overlay of the title прибегаешь screen в эту on the локацию, donation page. Oh, как that'll раз make it more становится там, difficult. например, I'm 0 like, часов. И из-за этого там тебе do you have time for one подмешиваются more? нужные RNG или что-то в этом I'm духе. trying to hit this lock right here, but I can't quite То get есть the там right direction there. просто RNG подвязан Yeah, so к времени, sometimes или там the- именно вот в это время какое-то So событие sometimes with, like, the происходит, motion plus допустим? gets, like, slightly uncalibrated. Он I have to RNG do к some времени, specific по-моему, slashes to подвешен. properly recalibrate it. But yes, we do have time for one more before the Skirbo fight. Wonderful. Но я не думаю, что здесь Here's это на что-то влияет. Я тоже Скорее всего, у него, from скорее всего, у него Ray просто Storm Thunder, who эта says, консоль "Hello, не Jim. настроена. Always У него на amazing консоли to watch время, your вот runs получается, live and excited to see it at от нашего минус GDQ. 4 As часа. always, И вот good luck on the от run." Thank you very much. ГДКшного Look forward to плюс good luck. 4 часа ровно. Может быть, просто, да, So we got our типа small key, we лондонское время по Now, Гринвичу у него like там Skirbo. настроено, скорее всего. Excuse me. So Skirbo is also one of the mini bosses that we want to use our shield on. We do also want to intentionally take some damage during this fight because who would have guessed we're going to do back in time after the fight is over again. So this fight is kind of just RNG a little bit. Робот-скелет-пират Ideally, he just какой-то. kind of stays vulnerable the whole time, but it's also a weird sort of balancing act because we also like want him to actually attack us a little bit, which he does not seem too keen to do right now. Yeah. He just kind of keeps on being susceptible. to Подскажите игру, там в ней есть актер Жан Рено. Там типа с путешествиями во времени механика. That's still fine, but ideally he'll attack us and we don't have to Что за take игра? damage with our bombs. Первый раз вообще слышу. Мне кажется, это рофл какой-то. But it's Жан not really Рено working там right now. играет, Yeah. снимает. Maybe last phase. Sims 3, может? Аддон Жан Рено тайм-тревелинг. Guess not. А, это реальная игра, а не Муж 3? It'd be great to get that in Извините. any other category. It's very friendly. Баба за все игры жарит, походу. Maybe he just wants Да. to talk. Yeah, maybe. He's Unfortunately, we like, need to go I've been on fast. this ship too long. В натуре такая игра есть, там Жан Unfortunately, Рено, we need your реально. bow, sir. Жесть. Yeah, so the bow is a pretty nice. На PlayStation 2 one of the most выходил. powerful weapons in the game. Так, не It отвлекаемся. one-shots Лук a lot поднял, of да? enemies, specifically a lot of equivalents, which is very nice. Yeah, also with the motion controls, there's like a way where you can very quickly full charge the bow, Он говорит, что which makes it very это quick чуть to ли не use самое well. мощное оружие в игре. Very И одним nice. выстрелом он может убить там несколько этих врагов. So yeah, the main thing that we still need to do is open the boss door and get into the past. And we're going to first deal with the boss door. I probably should have damaged down first, but Should be fine. yeah. So this RBM right here is going to be another trip to the Lumpy Pumpkin. Link has done a lot more adventuring since his last trip there, and he's hungry again. Understandable. Он снова сейчас He's будет not прыгать с hungry for птицы, food, я так though. понимаю, в дом. He's hungry for collateral damage. Ooh.
Тот самый прыжок, Rowdy. который, как Oh он no. рассказывал, довольно трудный. То есть Ой. сейчас будет донат, скорее всего, сейчас будет снова. Yeah, but first we're going to do the same shenanigans to get into the sky. Actually committing file 1 flags here by selecting the statue with file 1. That's actually because it has the Lumpy Pumpkin intro cutscene already set. So when we watch the Lumpy Pumpkin intro Игра с cutscene, дизелем, it это won't play. которая... Ридик? And now we bit save file 2 for the Love Wing, and then we can load into the sky again with our file that can dive. Because to get to the Lumpy Pumpkin, we have to do the difficult dive. Мне тоже again. кажется, с дизелем много игр было. So yeah, Больше that's what одной. we're going to do now. Так, прыжок. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. Let's go. Yeah, hopefully this time we'll get this dive fine. I think the Yeah. last time I just didn't fly up high enough, like I miscounted Yeah, I think my probably. flaps. So this time we should be high enough. As we're У него там какие-то diving крутые here, we do сетапы have time for another donation. с пачкой Да. там внизу. Lovely. Он We считает have взмахи $50 крыльев from layer 8. I прыгает. wonder if that's a map layer. и приземляется Says, ровно на этот My домик. definition of GDQ is gymnast donation quota. I love to donate during your runs, buddy. Так. Good luck. Ладно, 1 у меня mil hype. уже достаточно много времени. Layer 8 is Я actually завтра утром the не встану на standoff layer работу, without скорее the всего. Давай. Пойду Yeah. спать. We Всем do доброй actually ночи, go on чат. that layer this Спасибо, weekend. да, за комментарии, за Смотрите. посвящение в Nice мир of a layer Зельды. to donate. И тогда до So we встречи, do до have to связи. select file 1 there Увидимся to еще actually bring где-нибудь. the flags back in, so I didn't have to На watch the каком-нибудь intro ране. cutscene. And here's the collateral damage that Link was hungry for. Спокойной ночи. Oh boy, Jim. Very rude to just destroy the chandelier like that. Well, it's okay, because as we mentioned earlier, the stuff that we actually do in Ну что ж, Magnify doesn't дорогие have any друзья, effect человек, unless it's который right after we start знал the что-то file. о... So this never actually Один из двух happened. комментаторов, который что-то знал про Зельду, He still ушел. seems pretty angry Остается about it, тот, you know. который Alright, I trust you. может просто переводить. Yeah, he'll get Но я over it. побуду до конца с вами, до This is all конца just Зельды. group delusion. И у нас Yes. получается в All 3 agree. часа. А на ее Link is just должен streaming прийти that на and waking up, Пуя-Пуя and suddenly Фивер things 2. have changed around him. Чтобы его разбудить, Yes, я so this побуду. one Тут opens the осталось-то boss часик, door. So может the быть last thing we часик need to do 20. is go to the past by hitting a time shift stone. Так что я постараюсь вам помочь Which в we're going to do понимании происходящего именно как переводчик. Alright, so normally, Да, плюс можно просто when порофлить. you shoot this time shift stone, it Ну и gets в принципе мне blocked уже off by интересно the даже стало, bubble, что and тут you будет also дальше. Меня kinda так get заинтриговал stuck. вся эта канитель. Uh, Очень интересно. Here, like out on the deck, because the game wants Жаль, you что я to, вот не like, смогу go up these dollies проснуться to, like, go на unlock, Симпсонов the в time shift stone 5:30. again. Я бы с радостью посмотрел. Но But потом we're going to be doing a пересмотрим. trick called mask Смотреть skip, Симпсонов, Hit and where Run we skip всегда having to большое climb up the удовольствие. mast and the dollies. And so normally the game has this like zone right here where if you die anywhere inside this zone while it's active, you just spawn in front of that locked door, so you can't just get back to the statue that you saved at if it's inside the sand ship. Можно не That засыпать. zone Не, я не doesn't смогу так. quite cover how far Мне you надо can часиков jump хотя out бы of в 10 bounds завтра here. встать. So we just jump out of bounds far enough, die, continue, and then we're Но это уже back мои in here. So заботы. Back to that last save point, which was the statue. yeah, I guess they didn't expect you to jump off the Yeah. off of the lifeboat like that. Я вот думаю, Boy, у меня почему-то есть подозрение, No. что, может быть, даже some соберут, free loot before, пока я but буду спать, $1 миллион, потому что довольно активно You полосочка sure you can do it набирается. blindfolded? I mean, I've never actually done the fight Мы когда blindfolded, but I think начали стримить, yeah. I вот have с начала time, этого right? стрима, получается, он сколько у нас идет? As long 2 as часа you're 56 sure. минут. $920 было, $930 тысяч. Also, with regards to the blindfold, I couldn't find the actual blindfold that I thought I had, so I'm just gonna be putting like a blanket over my head, and you guys will have to Получается, trust у that I него can't будет see anything. инцентив на слепое прохождение босса последнего. Он говорит, я только не boy. уверен, что у меня моя, That's ну, awesome. как бы This моя one right маска here у меня isn't тут под actually part of рукой. the fight, this is Я less поэтому lead просто up into the одеяло fight. на голову намотаю. Fight is up there at the door. We just have to get a bunch of tentacles out of the way while the sand ship is getting destroyed by this massive creature. Can't wait to see what actually causes this damage. So yeah, the water is rising, and we just try to get like as far into the cutscene as possible Blanket before it fold, plays, да. so we, you know, save a little bit of time.
Что-то даже происходит у нас на экране. То есть какой-то... Он, получается, на каком-то корабле, на него кракен нападает, и он отстреливает ему тентакли, спасаясь с утопающего корабля. Ну да, получается, корабль тонет, а Линк спасается. Ну да, пока корабль тонет, можно поболтать с призраком. Время есть. Yep. It's very fast warning here. Better be. Alright, here we go. Oh boy. Whew. Так, слепое прохождение. Кто не спит, ребят, смотрим на Okay. экран. Whew. Oh, whew. Alright. Okay. Whew. Whew, we did it. Good job. Whew, that was That was a Пройден. that was Босс Excellent пройден. RNG too. yes. Слепое. Just amazingly played there. I don't think we could have done that any faster. Like it's literally I impossible. agree. Я так понимаю, там битва с боссом, как бы Okay, она right. So, не yeah, if you want требует to explain it, Pepper. Yeah, the reason that happened is Ничего because от of the спидранера. RBM, that one, the first RBM we did with the Да, jewel, сейв. where the jewel was important. That one allowed us to set the flag that means that we have hit the crest at the end of the dungeon. And because Tantalus, the boss fight, and the crest share the same place, it's the same area, when we enter the boss fight, the hitting the crest takes priority. So the game will be like, oh, you hit the crest because the flag is set for hitting the crest. So it will play all the stuff regarding hitting the crest, meaning we'll see the flame cutscene and beat the dungeon through that. Also, I promise we're not going to skip the demise fight. That will actually be a properly blindfolded That's fight. the true one. That's why it wasn't a goal. Because, you know. Скажи, Армстронг, что люди все знают. Что не спросишь, они все знают. Alright. Про игру, не now про that we игру, have the все bow and the знают. whip, we can finally get through the linear mining facility without the beetle. Yeah, just need to We still raise have it. we still have to raise it up. So this is also one of the more complicated RBM sequences that we're going to be doing in this run. And it starts already here. Yeah. Yes, we need Farron flags. Now the log is coming back. The log we did while we did Farron, that we just like set aside, that Nat kindly reminded us. We need to go to Skyview back in time, so all the way there. And even more problematic, we need to get to the entrance cutscene that plays when you enter Skyview, which requires you to be on the correct layer for the map to play the intro cutscene. Right now, we actually don't have a file that has the right layer, unfortunately. Поздно кушать уже. Сейчас лучше ничего не есть, если спать, конечно, собираешься. Ваба, ты вообще спишь? Потому что я на работе сегодня был, ты в чате мониторишь ситуацию. Я тут из последних сил комментирую, последний час, ты тут в чате модерируешь, контролируешь ситуацию. Я думал над тем, как это может работать, может быть, там двое под одним аккаунтом людей. Which has not watched it, the cutscene, which is why it will play. And then we're going to watch it with file 2. And from that point on, due to how it works with story flags, we cannot select any file after we get that flag. Because the moment we select any file, we will update our story flags and the flag will be gone. Больше 16-18 часов бодрствовать не могу физически. Ну, типа я могу, но типа я все. Я каша. Надо, я сплю поэтому ночью обычно. Я вот ради исключения решил побыть с вами. That also includes I'm not allowed to go from the splash screen to the title screen. Мне послышалось, но мне кажется, они сказали, что все, больше у нас не будет никаких манипуляций с сейвами. Или, по крайней мере, не будут меняться сейвы, не будет больше сохраняться ничего. Мне 27 почти лет. Prompt which we can use to press the A button without having to like worry about accidentally going through to the file select screen. So thank you very much, WeMotion Plus tutorial. Yes, very useful. And another useful thing that we have set up was actually saving file 3 in Farron. So the first time in bit you load an area, it will load the usual scene
So the usual scene would be Farron Woods flags when we enter Farron Woods. And on those flags, Но we я have старше. saved Ну, значит, 5 я 3 просто So, такой because it жаворонок. loads this novel scene once when we enter it, we actually have 5-3 Ну flags что, мы applied все обо without having мне. selected, which У is нас perfect. игра идет. Because we can't select anything, but we still need to get to Deep Woods, which means getting the vine down. Он and somehow рассказывает, get вот around to этот Kikris, because we're actually помощник, on the Kikri layer here. Пиперникус, кто вот с ним right now. рассказывает, который That's why всякие we вот had the lockdown. технические That детали just allowed us to рассказывает. skip that. И я Now пытаюсь we can just head to вникать, Deep Woods. но как бы из-за того, что я, грубо And говоря, now смотрю finally, after we полуторный have раз entered этот Deep спидран, Woods, we're on the right layer. я So now we can практически start ничего не selecting things понимаю. if we want to. Он, конечно, рассказывает, то But есть вещи, там first, что-то про сейвы, как вот мы we манипулируем also уровнями, need to но из-за того, что я не die до конца and понимаю, reload the что area, вообще за because right уровни now и про the что он doors to рассказывает, Skyward are я already особо open, and we перевести can't не trigger могу, к the сожалению. entrance cutscene, which would trigger after the opening Но будьте door уверены, он cutscene. рассказывает про то, So что we're gonna reload with a different мы file, so now занимаемся the тем, doors что are closed ускоряем again. игру. Nice. And now we want to trigger the event of the door opening, which we can do by selecting file 2, which happens to have the flag for the crystal Ну вот, vignette он, короче, on Skyloft, which is like very at the start of the game. Он, короче, за счет вот манипуляции с сейвами сейчас будет триггерить открытие вот этой двери. То есть, как бы она не должна открываться, но он за счет манипуляции с сейвами триггерит открытие двери. Setting the flag we need, and voila, we're going to have an LMF that rises. Я заметил, да, что Зельда... Просто прикол еще в том, что именно сами Зельды, в принципе, сами по себе, как я заметил, имеют довольно интересную, как бы, повествовательную часть. И как бы сам сюжет, как бы, немножечко может показаться западному, ну, типа, уму, вроде моего, немного, ну, как сказать, запутанный такой, как-то немного непоследовательный, может быть, повествование. Какой-то такой вот, как хочет, как в этой, как в Якудзе. Типа просто что-то происходит, какие-то действия происходят, и где-то там вот тоненькой нитью именно сюжет протянут в хаосе, невообразимом хаосе остальных событий. Ну и сам ран видно, что технически довольно трудный. То есть, что когда ты начинаешь уже задействовать, не просто выходишь out of bounds и быстро куда-то летишь, а именно используешь сейвы, вот такие вещи. Ран становится уже именно трудно для отслеживания, для понимания с первой попытки. Зельды никогда не были про сюжет, они всегда были про механики. And file 3 has the Elden Pillar placed, which will trigger the fight text for that, because fight talks about you that, oh, there's no pillar now. And that will also set the scene flag at the end of it, which we're going to use right here and RVM that. Ну, это ставит многое на свои места, то есть, значит, я не просто слишком мало знаю об этих играх, они сами в принципе довольно трудны для восприятия. Кто думал, ребят, в детстве, что когда вы станете взрослыми, вам придется очень много иметь дел с зыбучими песками, с Бермудским треугольником, как бы нужно быть готовым к этим опасностям в жизни. Мне кажется, все думали, я не знаю почему. Может, так телевидение было устроено или игры, что типа ты думаешь, вот, зыбучие пески — это опасная вещь, надо остерегаться их. НЛО. Я к НЛО готовился, вабба. Да, НЛО, типа, что вот, я всегда ждал в детстве, что вот, в будущем когда-то придется с ними иметь дело. Мне кажется, это еще ТНТ начал всю тему. Необъяснимый факт. В комментариях пишут, что данж интересный. Давайте смотреть.
Спид-инфо. Oh, wow, my favorite time of day. О, We эти have донаты. $50 from the Sound Defense, who says, I wrote this donation at the end of the run and then sent it back in time to now. Great job on finishing the run. I just hope this doesn't corrupt my save. Сейчас переведу. Если We будет also второй. have $25 from I'm Just Aces, who says, hello, hello, Jim. Hey, Twitch chat. I'm so excited to see my favorite speedrunner run my favorite game today. I think the only thing that would make it better is hitting that 1 mil mark. Can we get a $5 train going? I'll start with 5 tickets. We would love to hit that 1 mil mark. Yo, I hear that they're gonna play Mario Kart. Has anybody ever heard of that game? I think it's kind of cool. I think they drive cars. So too. But we have to hit 1 million first. Там был донат. Рассказывает парень, что вот я из будущего, я отправил этот донат из будущего в прошлое. Поздравляю тебя с законченным раном. Все красиво ты сделал. Надеюсь, что этот донат не закоррупτит мой сейф как бы в моей жизни. Все будет в порядке со мной. И еще один донат был типа... Ребят, давайте наберем 1 миллион, потому что тут у нас тут планируется игра Mario Kart. Типа, слышали про такую игру? Может быть, наберем денег, я так понял. Про это была речь. Now we can do the other RBM. Yeah, the other actual RBM. Yes. Which is actually going to use the staying on a splash. Ученые обнаружили скелет существа, возраст которого насчитывает 30 миллиардов лет. Форма скелета не похожа ни на что, с чем можно столкнуться на нашей планете. Что это? Мы потомки инопланетян? Или в древности над людьми проводились генные эксперименты? Да. Так любое шоу, любая статья начинались. Генные эксперименты или инопланетяне? 30 миллиардов лет. And the way we can do it is by just never selecting a file. And if you remember, opening the splash screen will load file 3 information, which will make this not work. So we have to avoid that. And then we can just enter it with the splash screen here, and it will just be the default Sky layer, the default Night Academy layer. Allowing us to talk with Fledge. Hey, buddy. Long time no see. It's actually the tux we used at the very start of the game. We just got it again, but this time for the nail mining facility. And in this case, it opens the... Сколько мы уже данженов прошли? 4, мне кажется. Еще 3 осталось. And this shortcut allows us to get quickly to the gust bellies. Yeah, otherwise we'd have to collect like the small key in the chest there and then go around through like 2 other rooms. Yeah. This also sets up a very convenient death warp location. Because now once we get the gust bellows, we can just death warp back to the statue that we last saved at. And then make our way over to the boss key. Новый предмет, это у нас что? Какое-то зелье. Какое-то зелье. Man, Link has died so many times this run. I know we have someone donating for bonks, but do we have anyone donating for deaths? Does anybody have a death tally? Она говорит, есть парень, который донатит за каждый, как бы, бонки, когда ты врезаешься в стену после переката. Может быть, кого-нибудь найдем, кто будет за каждую смерть донатить нам еще деньги. Хорошая идея. So, right now we have to wait for this really slow minecart to crawl all the way over to where that other like windmill propeller gate opener switch is. I don't know what to call it. But we have time for 1 or 2 more donations. Ой, это то, про что рассказывал мой сокомментатор, то, что вот мы как-то путешествуем во времени вот этим вот полем, и вагонетка начинает двигаться. Let's kick cancer's butt. And since we met that, reminder that we still do want to see those extra tracks for Mario Kart as well. So there's more incentives to look at.
We also have $25 from Mouse of Madness, who says, there's nothing quite so uplifting as a Skyward Sword run. Time for any more? Oh yeah, we're getting into the thick of like LMF here, so maybe after we beat the boss. Yeah. Alright, so this is the boss key room. A lot of cool little movement stuff actually happening here. И спидранер как будто воодушевился, как будто сейчас что-то интересное будет. Как-то даже вот говорит, что пока не читай донаты, надо посмотреть. Давайте посмотрим. Because we just get to constantly keep on moving around and keep doing things on our way to the boss key. So we use the claw shots back there to like skip having to climb up some vines, which is nice. Here we can use the whip to get this lever down without having to like actually run up the wall. And then we can move these platforms using the gust bellows. And the small tech right there, it's actually faster to pull out our sword instead of using the B button to like cancel using a B wheel item most of the time. Especially in this scenario where we like want to be moving really fast after we use the B wheel item. We make our way to the end here. Once again, pull out the sword and then roll over. Because the platform is still moving even after we use the gust bellows on it, we can sort of use that momentum to jump to the actual platform on the other side. And then these switches have to be hit in a specific order, but it's always the same order. So we already know what that order is. We don't have to look at the other side of the room to figure it out. Yeah. It's important to stay on the platform and not go on the safe ground. Because then when we void, we'll be put on the last safe ground that we were on, which is not the platform, so we'll be back where the boss key is. So now we void out, and because we used a lot of bombs, Выполнил он головоломку, я так понимаю. Сейчас будет продвигаться дальше. Просто какой-то филлер был из платформ. Also, sounds like the Centrobe tried to shoot me back there. Kind of interesting, even though he's way off screen. Centrobe always tries. I've definitely seen a few clips of someone who like gets the boss key and then just instantly gets shot by the Centrobe. The Centrobe is really shooting just directly through the room. Really trying everything, especially in like other routes, not as scenarios. You're actually on low HP because you want to death warp after the BK, like in 100%. And there the Centrobe can be really mean and reset like all the progress you did, almost. But you know, in this case, we actually use the normal way to get back. Yeah, and a lot of other routes, you typically end up going to where the boss door is first, so you can save at the statue near there, and then do a death warp back. Alright, so here we just kind of have to follow the speed of the minecart. And then, but thankfully once we're over here, we can use the whip to quickly get it back over here. And then Fi's going to be like, hey, did you know that there's a boss door here? Yeah. I bet you didn't know that there's a boss door here. This is a boss door. Сейчас будет битва с боссом. I mean, Very understandable. shocking. All the other ones, we like opened them up, you know? Like True, Fi's maybe a she little was bit like, worried. oh, this one's closed. You Yeah, actually yeah. have to open it. Yeah. Wait a moment here. This boss door is also one of the only flags in the game, or like it's linked to one of the only flags in the game that you can't really RB at. Yeah. Which is why we pretty much always have to get the boss key, or we do always have to get the boss key for the linear mining facility. Alright, now it is Вопрос time из чата. for Никто, Mulder. играя в Skyward Sword, So не I'm хотел gonna придушить эту essentially just Фай. push Mulderak back А here. почему? Потому что она Mulderak надоедает? kinda quickly, so I'm gonna have to shoot back a little bit more here. Или что? Вроде миленькая. And then as I'm pushing him back, I'm going to continuously use the slingshot to stun his eyes, and then do two Опять hits животное. on each Какой-то eye, per cycle. какой-то So the опять eyes живодер, stay open, and I can Линк. hit them an extra time. Until the last time when I can do 3 hits, and then by just doing stabs really quickly, after the center eye becomes vulnerable, we can just easily defeat Mulderak. And that's why I backed Mulderak up all the way, because if Mulderak is against the Жесть. wall, he can't like back up any further. Тупо убил
Мне кажется, редчайший представитель своего вида. Просто убил. Залетел, убил, пошел дальше. This is also the longest cutscene in the entire run, so you're a donation. Wowee. Here's $5 from Fastest the One, who says, "Not the chandelier, Jim! How could you?" In all seriousness, good luck on the rest of the run and the blindfolded demise. Thank you very much. Also hope everyone enjoys the vibrating Wii remote. Кстати, тем временем за That's my последние favorite song. 10 минут еще 10 тысяч долларов набрали. Уже осталось 43 тысячи набрать до миллиона. Mostly just because it's nice to have 9 hearts at the end of the run for like the final boss gone. Yeah, it's very tough. And this is where we need the bow. So in this room, you normally use the beetle to hit the time shift stone that's in the center of the room. The slingshot does not shoot far enough to hit it, so the only other option, if you don't have the beetle, is to use the bow. And also the bow is significantly faster at hitting it than the beetle. So yeah, so very good to have that. Now we're just gonna damage down for more bit and have a long ride over to get the harp. It'd be a good moment for another donation. Yep. Sure thing. Here's $50 from Little Baby Gator, who says, "Hey, listen! Put this blindfold on and fight Ganon. Trust me, it'll go great." I'm sure it'll be fine. Alright, so here we have another cutscene skip, similar to the one that we did at the beginning of the run, where we have like a 2-frame window for it, except we only save about 15 seconds with this one, and you don't save any time if you jump into the void, so... oops, but... Yeah, I think it was, you know, sometimes the direction, depending on which frame you get, is different when you do it like side up out. So... I think it was just... So that one just gives like a small phi text, basically. Alright, well, we beat both of the dungeons in Lanayru, so we're done with Lanayru for this run. I guess, А, кстати, мы вернулись же к нашему скейджолу, как бы запланированному. Как будто бы на час опережали сначала, где-то до первой Зельды. А сейчас снова. Прям почти что идем нос в нос. То есть у нас по расписанию Пуя-Пуя в 3:46. Я так понимаю, где-то в 3:20, в 3:30 он закончит. Ранить Зельду эту. Где-то в 3:20 я ориентировочно думаю. И они минут 20 поболтают, и по расписанию начнется Пуя-Пуя. Yeah, that single RBM saves like 50 minutes. Because none of the Song of the Hero is a dungeon, so we don't want to have to do any of it. В комментариях идет обсуждение того, что гимнаст читер. Ничего себе. Now another nice Silent Realm. This Silent Realm's a little more fun. Yeah. You get to do some cool stuff. And so we also have not collected a light fruit yet. The first light fruit that you collect ends up playing a cutscene. Да я тоже смотрю на него, уважаемый человек. Avoid collecting light fruit in this trial, and then there's one that I want to collect in the Elden trial to like just waste the least amount of time. Все, ошибка. Ошибка была допущена, это про другого человека. Thankfully, they're like pretty easy to avoid in this trial, though. Yeah, not like the Elden trial. I tried to be fast. Does its best to have the light fruits like in your way, like right there on the box where you have like no choice but to get it. And the Elden trial has them all. Oh wow. А гимнаст может передвигаться, как девушка из телевизора в фильме «Звонок». А ты боишься засыпать? Под гимнаста? Не бойся. Мы тебя разбудим, если он начнет лезть. Link was not having it today. Ой, что-то он это... Попался? Или он специально так сделал? Или нет? А, нет, не специально.
you know, we want to make it a little bit scary, you know, so. And now because the cycle is messed up, we have to. И, короче, из-за того, что он попался под этот, не знаю, прожектор, у него цикл испортился. Типа он теперь будет попадать рандомно под них, возможно, нечаянно. It's just normal ground that just activates the guardians, so we can actually use it to run across Skylops and quickly get to the other side and get the tiers there. Yeah, and whenever you trigger the guardians, if it's like guardians you already have seen that when you wake them, then you don't get the cutscene of them awakening. So it's not that big of a deal to have it happen again then. And so here we can kind of just jump through that fence because it doesn't have collision from the side. So nice little like pseudo clip. And then we only have a few more tiers to collect. We got this one, and then we have the one all the way on top of the tower. And then, if I did it all fast enough, we can easily avoid the one watcher that like circles around the top here. Yeah, he's like way off on the right side. And then after we collect this tier, I want to get a small hop off of the ledge here. If we do like a regular jump and Link jumps all the way down to where the trial gate is, he gets like stunned for like a little bit. So faster to do just a little hop there and then get a roll jump off of the lower ledge. And this gives us the Stone of Trials. Which we can, of course, use to enter the Skykeep dungeon. Yes. Так, Skykeep Dungeon. Skykeep Dungeon. We technically still have Fire Sanctuary. Ну это последнее какое будет у нас подземелье. Но он пока до него еще даже не собирается добираться, я так понимаю. Он был в 5, наверное, максимум данжах. Ему еще 2 минимум. Может, он и в 4 был даже. VR, напомню, для этой категории 2.54. Но 2.54 мы с вами не увидим, я так понимаю. Мы с вами увидим, я думаю, что-то в районе 3.10. Так, пока я смотрю по комментариям. То есть он где-то ошибался уже, да, чуть-чуть. Но именно вот прям, чтобы перезагружаться, где-то вот делать заново, такого особо не было. Насколько я видел. Довольно идет так. Аккуратненько. Scarily familiar, so. This is also the only dungeon where they force you to get the map. So, gotta get the map. Карту получил. Практически конец рана. Линк получил карту. Yeah. Thank you for orienting us. I've been lost this entire run. Yeah. You're welcome. Таня тоже шутит, да, что типа карту вот только сейчас дали. Спустя все, что происходило. Все вот эти вот мучения с перемещениями. Непонятно откуда, непонятно куда. Коруда пишет. Короче, сегодня я бухал с чуваками питерскими. Они смотрят на Рицу, но не знают про RUSC. Какую тебе аналогию провести? Какую можно аналогию провести? То, что люди болеют за Барселону, да? Знают про Месси, но не знают про Виктора Вальдеса. Even though normally you need a small key, or the one small key in the dungeon before you can get it, the RBM that we're going to do is going to circumvent the need for that small key. So here in the Skyview room, you can use the bow to unlatch this rope and then swing across using the whip. I do want to kill these pyre-ups on the other side of the room to make sure that they don't kill me as I swing across on the rope up there. Just the claw shots to get across here. And then use the gust bellows on these last platforms. A lot of item usage in just even this first room of the dungeon.
which is why we don't want to do Skykeep until, you know, it's one of our last dungeons. These basically all items that we get. And then here we have a void, so it's faster to die into the void instead of on the regular ground. Yep. Alright, let's see where Jim goes for this time. Подошел в барик к ребятам. Ребят, вы знаете за спидраны что-нибудь? Хотите пообщаться про спидраны? Они такие, ну мы знаем, вот на Рице есть. Он такой, а RUSC знаете? Нет, не знаем. Так разговор и завязался. Да. One would think he'd just buy enough to have leftovers at this point. Well, I don't know how many leftovers you can have for collateral damage. Yeah. I think that's called debris. That's true. Oh, no. Oh. Yeah, I accidentally started file 1 when I wasn't supposed to. Yeah. Ой, не тот ран загрузил, ой, не тот сейв загрузил. Все нормально? Вроде все нормально. А, нет, заново придется. Ну, минут потерял. Yes. Actually, it's off blocks here, unfortunately. But yeah, it wasn't very far in. One would hope that the barkeep has replaced the chandelier again, and all the trouble is hopefully all right. That we caused, you know, we just bailed after last time, you know. Right, so we're not going to select file 1 this time until I start that. Yeah. Just file 1 just happened to have a scene flag that will trigger the cutscene that you just saw last time when you're like not in the air. Alright, and now time for another diving sequence. Yeah. So probably have time for like 2 or 3 donations. Love to hear it. Well, in the spirit of coming back to things like an hour later, here's $25 from J-Dude, who says, great job on the circles. Now a PB is guaranteed. Donation to Blindfolded Demise, which I hope y'all are ready. We also have $30 from Jade Miniboo, who says, I wish the best of happy Jade luck on your run, Jim. I'm going to give towards Blindfolded Demise, but don't forget Blindfolded Tantalus too. And when you meet the spicy meatball, make sure to tell him I'll be there to eat him. Jim W. I hope we did all of that, right? That was a checklist. Yes. We completed we those. Did that. Perfect. Scaldera is sometimes referred to as the spicy meatball because he just kind of looks like a meatball, but might be spicy. Well, he's on fire. I think he might be a little extra spicy. Speaking of extra spicy, it's time to cause more collateral damage in Lumpy Pumpkin. How could Poor you? guy. He just put it up again. Снова будет прыгать на тыковку, я так понимаю. We need to make him angry. That poor guy. He won't remember it anyway. It's fine. Oh, nice rupee. Oh, nice rupees. You had to take his money too. Yep. Everything was there, you know. And now we're just out without repaying anything. Oh well. He'll make do, I'm sure. Yeah. Did any of that really happen? This room is certainly happening. Y'all gaslighting me now? I mean, we keep going back to the title screen. Is this run even making any progress? True. I'm always seeing Skyloft. I don't know. Alright. So in the Lanera mining facility room, we have some cool stuff that we get to do. So we're only going to take this orb so far as to get rid of a barbed fence that is
in our way up here. Normally you want to take the time shift orb through the entire room because it's used to get rid of the barbed fence that's in front of some bow switches. Что-то напоминает игру Portal происходящее. То есть он переносит какой-то объект, который можно использовать для нажимания на платформы, но как бы вот этот объект, он работает только в определенной зоне. Как бы зона будущего или что это за зона вот эта вот? In this game, that the arrow can hit both the barbed fencing and the eye switch that's behind it in the single frame. And when that happens, the arrow just. Мне, кстати, интересно, вот, допустим, кто может знать? Ваба, может быть, ты знаешь. У нас ранит следующий, не ранит, а комментирует. А на ее комментатор, он реально встанет в 3.20, чтобы откомментировать? Его вообще есть смысл пинговать? Или это как бы... Или может он в другом часовом поясе живет? Может он где-нибудь там повосточнее, у него там уже утро? Но мы его пинганем. Ну просто если он по московскому времени живет, то просыпаться в 3.20 это сильно. Это достойно уважения. Yeah, so that skips having to reorganize. So it skips the whole courage trial for one, which is like a minute. Yeah. And then it also skips having to reorganize the puzzle. Я понял. A bunch of times and like going through the dread fuse fight for the small key. О, кусочек 3 форсика получил. Линк. Yeah. And we can go click the other two pieces. So, like we just did about a moment ago. Тем временем мы уже меньше часа у нас до потенциального эстимейта. 3.15. 3.15 это сколько у нас по таблице, если смотреть? Шестое место, 3.15. Из 14. Может, и на 3.15 отбежит. Very slow moving lava rivers that you have to make these platforms to move across on. So yeah, just kind of unfortunate. If you're playing casually, of course. Since this is a speed run, there's naturally a way that we can skip it. And this is one of the only out of bounds clips that we can do without back in time in this game. This is going to be a claw shot vine clip. Что такое большой Steam? Ну смотри, мировой рекорд за гимнастом, который у нас стоит, 2 часа 54 минуты. То есть 20 минуток он взял в запас. Для 3-часового рана, ну, вполне такой здравый запас времени. Потому что наверняка здесь есть места, где он может просто, допустим, ну, типа не справиться и потерять, допустим, 3 минуты, 5 минут. Так что и нормально. Плюс, наверное, он еще потенциально взял запас под какой-нибудь, может быть, шоу-кейс, который, допустим, он сможет продемонстрировать, если у него останется пару минут, 5 минут хотя бы. Ну вот, нам объясняет Вабба, что запас всегда должен быть. Какая разница у нас между первым и вторым местом? 5 минут. Между первым и вторым местом разница 5 минут. При том, что ранит эту игру, самый старый ран, 3 года. Самому старому рану, то есть 3 года ее ранит минимум эту игру. Так что, как бы она ни была оптимизирована, видимо, всегда есть место, где можно ошибиться. Тем более на этих джойстиках, которые, как вот объяснял нам мой коллега, могут отваливаться периодически, не срабатывать и так далее. From down below instead of having to climb all the way back up here after we throw the time shift orb where we want it to be.
На самом деле ранеру надо было ранить any процент. Мне кажется, ему часа бы вполне хватило рассказать про эту игру. Зачем он эту категорию, зачем мне эту категорию взяли на 3 часа? Ну, это, конечно, не Final Fantasy на 8 часов. Это, конечно, рядом не стояло. Surprisingly, this is the only place in the run where brake sliding is used. In pretty much every other run, there's at least a few. Skyward на релизе за управление критиковали. Doesn't really work out for this route. Ну, типа, я могу понять Wii, да, если это что-то связанное вот именно с движениями, то есть тот же самый теннис какой-нибудь, там бильярд, пул, там что-нибудь спортивное, какие-то танцы. А если просто играешь, это скорее как, не знаю, из-за того, что это нельзя реализовать как бы на 100% четко, как, допустим, вот на геймпаде ты кнопку нажал, у тебя событие какое-то произошло. А на Wii ты какое-то движение производишь, и не обязательно оно произойдет, то, что ты хочешь от джойстика увидеть, почувствовать, да? А ты что-то от него ждешь. Из-за этого это скорее фрустрирует тебя, чем радует. Не будет в Vice City, GTA вообще не будет. This run was supposed to make sense. Yeah, I mean, fair enough. Yeah. Fair. Yeah, of all the illogical things in this run that I have to complain about, it's this mechanic of the game. Prevent you from skipping things. How dare they? Alright, so that is it for Skykeep. Means there's only one. А, я думаю, ты про этот говоришь, про Винтер. Про Summer не знаю. Да, там же еще даже заявок не было. Я что-то путаю. Я все продолжаю путать этот ГДК, как будто бы он летний. Не знаю почему. Я помню, то ли год назад, то ли 2 года назад был отличный ран Vice City. Кто ж там ранил-то? У которого был лютый фейл на миссии с этими, с инкассаторами. Да, летний ГДК, за окном минус, ну уже минус 10. So next up is actually getting more crystals. And this time actually kind of for the use of having crystals. Because we want to get a specific reward from Patrol. Because every reward from Patrol gives you a flag as well. And we actually want the first reward, which is having 5 crystals. Right now, we only did like 3 crystals RBM, so we only have 3 crystals max. And getting 2 singles is a little bit too long. But we have met Petro and in turn saved Keekwheel, which is the kid that gets missing, starting the side quest normally. And then we slept today at the very start after getting the tunic, which means that we can talk to her mother here in this room and get 5 crystals from her for saving her daughter from the very scary man. And these 5 crystals are gonna allow us to get the reward. And it's important that we get it on 5-3 here. Because we want Skyloft flags on 5-3 now. А летний ГДК вроде будет полностью он-сайт, нет? Или я что-то путаю? Which is nice. Или это ESA был он полностью он-сайт у нас? Because we're actually going to have to kill File 2 soon. It has long helped us with the Skyloft flags, while File 3 had to do other stuff in Elden and Farron. But now we actually need the file space. So soon we have to say goodbye to File 2. А, ну там в ESA просто такая вещь, что там как бы из Германии в Швецию приехать, из Швеции в Австрию, из Австрии во Францию, там вообще не проблема. На трамвай сел, на электричку сел, доехал, там попроще, то есть собраться всем спидранером. А уж кто там
из других стран, ну, типа, ну уж прилетайте, допустим. Типа, им проще было, наверное, собраться. Просто они, наверное, соскучились по он-сайт событиям. А ГДК им, наверное, потруднее, потому что раннеров-то раннеры они обычно не только с США, а даже с Европы лететь в США не каждый может себе позволить, даже с Европы люди. Особенно спидранеры. For sure. Надо делать, мне кажется, прикольно делать смешанные события, чтобы всем угодить. Which ones actually have the wallet upgrades? Do we know that? За окном тут Skyrim. I think that's kind of probably the one layer inside the house. Yeah. Which would be either layer 0 or layer 1. Yeah. I'm guessing. Yeah. Can we get some donations from either layer 0 or layer 1 then? Come on, it's for a good cause. You're hoarding all these wallets. Они не дают ей прочитать комментарии, Yes, so, in донаты. order to get to Fire Sanctuary, Они we говорят, need не to время do сейчас Elden читать Trial. комментарии. Пока In помолчи. order to need Elden Trial, we need to open Elden Trial. Она типа так говорит, Which, ну because we можно вот can't get the сейчас. song, Нет. Really, we do back in time for it. And that's actually the reason we got the 5 crystals, so we can get the 5 crystal reward from Petro. And it's also the moment we have to say goodbye to File 2. Will be copied over on File 3, and shortly after File 3 will be deleted to make some space. Gonna bonk File 1. File 1 is now in Elden because we just got there, so that's the perfect, it's how the route really smoothly goes over. Like right before we had File 3, all the Elden stuff, but now we actually landed in Elden, and now File 1 has all the Elden stuff, and File 2 or 3 has the Skyloft stuff. And now we can, with File 1 also has the Petro door open, and we can just enter Petro, give him 5 gratitude crystals, and Так мне кажется, я пожилой, это и есть прямая отсылка к Валакасу, нет? К Валакусу. importantly we enter with File 2 because File 2 has То есть the даже нет 5 какого-то crystals другого that we got. смысла в этом. Я пожилая няшка. We don't want to select Я file 1 too стесняшка. quickly, otherwise things will not. Yeah. For this specific RBM. Привет, Эстезарус. Доброе утро. Now we have the flag set for the Раннее. Elden Trial to be open, but Доброй ночи. it actually needs to reload, so we do a death warp actually here. And now we can get the fire shield earrings. It's definitely the weirdest trial when it comes to routing because it doesn't have like a nice circle or anything that we can go. But it still can be done very fast with the right routing. This is the final trial. It's also the longest one. Because as Pepper mentioned, there's not really like a good way we can go in a circle. We kind of have to go off in a bunch of like branching loops. Here and there, where we like sort of come back to the center intermittently. Yeah. Might be a good spot for donations while we watch Jim do a very nice movement. Yep. Do you have time for a fun, longer one? Yeah, for sure. We have $10 from Phi. And I'll try my best. But Phi says, Master Hank, I have important information. A message from the goddess has awakened deep within my memory. The goddess intended this message for you, Jet. These are her words. They who seek the incentives listen well, for I am guiding you from the edge of estimated time. You should seek a set a course for a donation immediately. When your donation is full, your spirit will grow, and the Prevent Cancer Foundation will be entrusted with a new power. I recommend donating immediately. Thank you, Phi. Неужели у них нет ограничения по количеству символов на донат? Time for any more? Они такие зачитывают там сообщения на минуту. Surely. We have $20 from Ketchup Chips, who says, Blindfold Wiimote Combat, let's go! That was all caps. Thank you for making me yell. There will be some blindfolded Wiimote combat, indeed. Yes. Which is very exciting. Also have $50 from Cinch, who says, always love to see gymnasts running Zelda at GDQ. Good luck on the run. Thank you very much. I can do one more. One more.
Well, we have a nice, simple $50 from Party Cat. I love the idea of a cat in a party hat saying, love watching this event, and let's get that $1 million. Hype? I agree. Кстати, ни разу еще не был хайп. Раньше каждые 15 минут это было хайп. Мне кажется, просто уже людям поднадоело. Хайп! Давайте чат, ребят. Хайп! Кто не спит. Not really sure why. Especially trying to like get onto it can be difficult sometimes. And then here we want to specifically run up the ledge right there to avoid Link trying to grab onto it. If you run up too far to the left or right, Link will just grab the ledge to climb up onto it. Let's see if the cycle here is good. Yep, looks like it's good. We can get past the Watcher without having to wait. Игра называется «Легенда о Зельде», не «Легенда о Линке». Какой Линк? «Легенда о Зельде». Линк — это название игры Link to the Past, типа соединительное звено, Линк. А игра Зельда. Легенда про Зельда. Это тоже юмор, если что. Тем временем у нас 2 часа 40 минут на таймере. Значит ли это, что мы приближаемся к концу? Это нам еще предстоит узнать. Гражданин насос. А, гражданин насос 1. Я тебя разбудил хайпом? That's it for the Elden Trial. And what's actually very important here is the entrance on leaving the Elden Trial. That's actually Давай веселиться. Хайп! Which is why we're going to immediately after going to save and copy it over. Я разбудил вас, кто проснулся на финал. Рано. Сейчас, может быть, будет то, чему вы так долго ждали. Слепое прохождение босса последнего. Может быть, $1 миллион соберем прямо под конец игры. Потому что осталось всего лишь навсего $39 тысяч. 38,5. За 2 часа собрали сколько? Ну, 40 тысяч собрали. Вряд ли, я имею в виду, может быть, конечно, может быть, но вряд ли, конечно. Но я думаю, я завтра проснусь, на работу приду, зайду на стрим, и уже будет 1 миллион там 100 часов в 11-12. Инсентив на Snake Eater? Это что такое? Because we can't leave the trial again because it just disappeared. Yeah. So leaving the trial is a one-time thing. And it just happened to be the exact entrance we need and the exact room that we can reach. Because for cutscene run, well, we need both the right room and the right entrance. Otherwise, it won't work. После пою-пою будет, да. Yeah, generally, as far as like cutscene run values go, getting any entrance in room 0 is pretty easy because all of Skyward. Snake Eater это в этом, в Metal Gear Solid. But getting entrances in rooms 1 or 2 is a little trickier. Yeah. Which is a little unfortunate because all of the useful ones are in like room 2. Yeah, unfortunately. So. Yeah. All right. Now it's time for. Another trip to the Lumpy Pumpkin. Link has once again become hungry. Yep. But this time we're just gonna steal some stuff and that's it, you know. This time there will unfortunately be no. Нам со сборов ничего, просто интересно посмотреть на реакцию людей, когда 1 миллион соберут. Well, you know.
На самом деле со сборов нам половина комментаторам прилетает потом на карту. Yeah, I mean, it's Кто again, реквизиты оставлял. we save our file to get our love wing and dive again with a tuning file. This time we actually have file 3 also as a tuning. Интерес Remember, имеет, we да. just copied it. So both file 1 and file 3 would work for this. And then after that, before it loads into Sky, we switch to file 2 because now file 2 is the file. For the most of the part of the run, it was file 3, but now it's file 2 because we just copied earlier file 3 to file 2. And that has a reason for that we have file 3 now with a different file, but that will be explained later. For now, time to dive. Another dive. Our last dive to the Lumpy Pumpkin. Yes. Fortunately so. Yeah, so if we have another one donation that we can read right now. Can do. We have an apt donation for $50 from the files formerly known as 2 and 3. And they would like to say, we still have so much more to offer. Сейчас This переведу. is in loving memory of files 2 and 3. Yeah. We've replaced you. Если не будет второго, да, надо. Obsoleted. Yes. Copied over. Она говорит, у нас есть донат $50 от сейф-файла 2 и 3. Типа, у нас еще есть так много, чего мы можем показать тебе. Там, загрузи нас, пожалуйста. Он, видимо, начал играть на первом уже, типа, ну, до конца, так сказать. Вот. И он говорит, мы второй и третий сейф. Any file that has Met Patrol will have to grab 2 crystals here. Because actually night sky layers don't crash. There's also only one. Прикольно. What have we not collected there? Yeah, I think it just kind of weirdly... That was weird. Time to do this again. Yeah. I somehow managed to get in between the pots. Yeah, I think it kind of like pushed the pods and pushed Link a bit, and then it was just... That's unfortunate. Yeah. Well... Maybe there's more dad files that want to spend money while we do this. Спрашивают, нет ли еще сейвов, которые хотят деньги потратить. Files, but I do have a couple from other layers. Oh, hey. Oh, okay. Specifically one other layer. Layer 1 would like to donate $50 and say, hey gymnast, layer 1 here. I've been trying to get you this donation, but somebody keeps stacking layers on top of me. Whoever is doing all this fit magic needs to stop. It must be that darn prize wizard. And apparently, layer 1 was not done, for they donate another $1,000. Опа, $1000 залетело. And they just said, you got the big rupee bag. Ты получил большой мешок рупий. Он говорит. Any more time? Yeah, we're just gonna dive again, so... If we have more layers, let's hear them. Wonderful. No more layers right now, but I have $50 from Atomi, who says, always love to catch the Zelda runs, and Skyward Sword is always a wild watch. Very much agree. Yes, I'm sure this, even after all the explanations that we've done, this run makes... Но если они будут донатить по $1000 в минуту, то мы миллион наберем до конца рана. Если не будут, то не наберем. I'm sorry, I can read. Who says, with all the back in time happening in this run, we should call this game Legend of Zelda Groundhog Day. Легенда Зельды, день сурка. Я согласен. Я согласен, что он заходит, выходит в этот таинственный дом и так и прочее действия. Yep. I'm the same. Yeah, so this RBM actually removes the big flames in front of Fire Sanctuary. Произошло, нормально все? Because normally you would have to do this whole other quest where you would go back to Farron. Так, что я говорил? Я говорил то, что сказали они, то, что надо игру назвать Линк, что-то там, День сурка. Легенда о Зельде, День сурка.
which is very А, да, это что slow. 1К в минуту So надо we see собирать, that with that чтобы... Ну, RBM, типа, вот кто-то донатит тут. allowing us to $1000 just задонатил парень. water 2 frogs. And it's not just slow, it's like impossible to do Yes, that's true. with this round. That's also true. Ну, я думаю, мы On top of закончим that, где-то на 975 тысяч долларов. Где-то так. Because if Yeah, you want to also be able some- to use it for this quest, you first have to use it, or you first have to like free the water dragon from the basin by dumping some Skyview spring water on her. Нам, кстати, вот мой коллега it's обещал important that Jim is какую-то not грустную missing the water катсцену в here in конце frogs. с этим персонажем. Because the thing is, the big frog isn't watered because that's actually a story flag. Just the big flames have been removed, but the game is smart enough to know that the big frog is not watered. So the moment it sees that the big frog is not watered, it unsets that the flames are down. But for one place, like, because a reload is usually what updates Правда things, грустная? for one load of this area, we actually have to Как let it хорошо, down. что я не So if we had to, like, испытываю никаких reload this чувств area к by этим dying or персонажам, leaving и, and возможно, я re-entering ничего не to get water, почувствую, the иначе flames мой would back сон up. будет We had to испорчен. redo the RBM. So very good that we can just get the 2 bottles here. Makes it routing wise a little bit easier to get here and have the flames down. Now we're in Fire Sanctuary. Last dungeon. It's dungeon. Последнее подземелье, говорят. Поверим на слово. So Fire Sanctuary will be keeping with the theme of 2 RBMs per dungeon. Yep. These are actually some of the like actual shortest RBMs. Yeah, for sure. In the game. Basically, we just have to start our file and then check a statue on Skyloft 2 times in a row. Different statues. Ну да, так она просто болтает. So it's Мы actually пропускаем very все convenient фразы. that these 2 RBMs are like the shortest ones possible. Yeah. All the way, the flags are layout just happen to be very convenient sometimes and very, very inconvenient sometimes. Really depends. I also have to make sure that I do these on file 3 and not on Yes. file 1, because file 3 is the actual gameplay file that we have right now. We're currently playing on file 3. So start and check, and then checking a statue also sets a steam flag. And then we can commit the flag by revealing these hidden red rupees that you didn't know about until now. Yeah. That one is particularly hard to know because it's very hard to hit. Also, just a small technical thing, but whenever we like are bombing Link to reduce his health, we always want to make sure that he gets blown up in like a sideways animation because he gets up from that animation faster than if he gets blown forward or backward. Он рассказывает, что когда мы убиваем себя бомбами, мы должны убивать себя сбоку. Сбоку, чтобы катсцена, анимация смерти была быстрее. Which requires us getting past a gate, so we will bonk with either file 3 or file 2. Both work here actually. And then we can go through and start and check the statue. And now we won't do an RBM, but we will do another back in time section. And it's gonna use the Осталось 37 530 долларов. 38 долларов. And it's been a while since the last bit warp, so let's reiterate that a bit. So bit warp basically means we save and start at the same time, which leads to the game applying the coordinates of the statue to the map and the file was on. So file 3 right now is in Fire Sanctuary, and we're going to apply the coordinates of the Upper Academy statue to Fire Sanctuary, which gonna puts us far away from the spot we were onto the bridge, Fire Sanctuary. But it's actually because Fire Sanctuary is also parted into 2 maps. It's actually the wrong map we're on, which means certain things are wrong and not loaded, which we can abuse to go deeper into the dungeon. Right, so this is gonna look a little weird. There's just nothing in this room. Смотрите. Except the door, which we can open back up to get to this room. And then the Makoban on the right is pulled down because its position is wrong.
Я думаю, он реально побежит сейчас по воздуху, как в Бэтмене. Сейчас надо обойти этот вот. Опа. First try. Ребята тут, короче, договариваются в чате. Сейчас у них 69 тысяч зрителей. Они договариваются, что когда будет 3 часа, ну, 3 часа будет на таймере, они начнут $5 train, короче. Каждый будет донатить по $5. Ну, допустим, еще 5,000 мы наберем таким макаром. Допустим, 1000 людей задонатит $5. Ну, посмотрим. Я сколько говорил? 935, ой, 975 мы закончим Зельду. Ну, где-то так и будет, получается. That needs treasure to unlock certain things like upgrades. And now there's gonna be the evil keys here, which can be very annoying. We can take one hit, but we can't take 2 hits as we go up here. So it's often easy to just smash them. Если не сдержится, деньги оставим себе. Thankfully, the others are just ignoring us. We don't have to worry about them. And now we see what the RBMs did. Yeah, so those 2 RBMs earlier, one of them Вообще они тут в чате планируют прям набрать до конца рана. Посмотрим. Пока давайте смотреть, что происходит на экране у нас. Новый сундучок. Ключ какой-то, да? От некой двери. Дверь, наверное, от босса опять? Дверь от босса? Че, ребят, в VR не укладываемся? Как думаете? В VR мы не укладываемся, наверное. Остается 30 секунд. Может, успеет. Ну, каждый, конечно же, не задонет. You're telling me not every save has an associate RBM? Not this one. I mean, we could just do one for fun, I guess. Как минимум, кто-то физически это не может сделать. Кто-то не хочет, кто-то не может. Да нет, ну типа, сколько обычно донатит от зрителей? 1/100. То есть это, допустим, 600 человек максимум. Я думаю, ну, человек 300. Может донатить. Просто кто-то задонатит не $5, а там 500. Ideally, we would have gotten some different moves at the beginning there. What? Okay, that was weird. I thought that was a vertical. You did hit him, but he was like, Он просто умер, потому что не справился с боссом. Мне кажется, он просто умер, потому что не справился с боссом. Сейчас будет рестарт битвы. Safety save, да, он поэтому сделал. Вот так вот. Просто раннер не справился с боссом. Могут. Сейчас посмотрим. Ждем еще 4,5 минуты, ждем. The only thing that's left is to get to the past in order to beat the game. But we actually haven't done anything to do that. We have not raised the gate of time. We have not opened the gate of time. Need jump, please. What is this RNG? Wow. Yes, so we have not raised the gate of time, we've not opened the gate of time, and that means we need to find a way to do all of that quickly or skip it all. And вообще он дерется, видно, что трудный босс какой-то, он за это уворачивается от всех атак, практически. Ну, как я понял, он по сюжету вообще неубиваемый. Надо просто пройти как бы какое-то количество циклов с ним и не умереть.
в этом цель. Apparently Garrick heard that today was the GDQ run. Wow. Decides to give us That's literally crazy. yeah, some of the worst RNG possible. Oh my god. Yurahim's really trying to give us more time to hit that million and watch that Mario Kart run. What is he doing? That's crazy. I literally... That's Она говорит, что этот босс заставляет как бы подольше нас поиграть, чтобы вот успеть набрать для Mario Kart $1 миллион. Прикол вот быть человеком, который ранит Mario Kart, как бы. То есть ты понимаешь, естественно, что $1 миллион будет набит на этом ГДК, потому что он всегда набивается, но все равно как бы прикольно, что вот именно ты будешь ранить, когда $1 миллион набьется. Мне кажется, прикольно. Элемент управления персонажа похож на палку, ну, у него два, да, джойстика. Один с кнопками, один без. Я лично ни разу не играл на Wii, поэтому не знаю. Похож на Wii Remote, да, что-то вот напоминающее Wii Remote. Кто-нибудь играл в чате Wii что-нибудь? А прикол, так не хотеть Mario Kart, чтобы дедосить, короче, и так далее, не давать набивать $1 миллион, чтобы быстрее закончился ГДК. Жесть, вот это я понимаю. Wii с одной игрой. У меня нет Wii вообще. Я, наверное, уже упустил возможность поиграть в Wii. Раритет. And File 1 has all the stuff we need, but we want File 3 in the past. So we'll have to make cutscene wrong warp a little bit more tricky to perform and add. Какая хорошая игра. Жаль, короткая. Да. Это просто спидран, поэтому короткая игра. А так она длинная. А игры там можно брать на Wii, на вторичке купленные? Где их искать, эти игры? Тоже покупать отдельно? Диски. Я подожду Wii 2. And now we do the same thing where we go back to the sky, but and we're gonna dive to the Farron pillar, but this time we actually have. У нас трейн, кстати, да? And when you for the first time enter Farron pillar, $5 трейн. in a normal story event, it's gonna trigger Gru's landing in Steel Grounds. So you ready for a little bit of Gru's towards the end of the run? So that's nice. After 3 hours, there's finally some Gru's. Yeah. That's what we've all been waiting for. He is so kind and gives Да, в Vice City на 100% я the right layer for Steel Temple. посмотрел. Actually, layer 2. Покомментировал бы, конечно. For anyone Да что угодно. You know, GTA 3, GTA San Andreas на 100% я все покомментирую, конечно, с удовольствием. Но я думаю, не я один. Я думаю, тут собрался бы весь Discord в чате комментировать. Мы 10 бы сидели, даже в 3 часа ночи, я думаю. Selecting anything would reset the flag, so we have to make sure we stay. And we're gonna use the copy menu here, because while in the copy menu you don't select any files, and you've got a few free A presses. Смотрим на полоску, на бомж-полоску. Должна начать расти. Inside, we're going to trigger the getting of the Ball of the Goddess, and in turn raising the Gate of Time cutscene here, which basically gives us a free reload, still staying on layer 2 here. But we're gonna reload with File 1, meaning we have bombs allowing us to die, allowing us to do the cutscene wrong warp. And as I said, this time we want to open the splash screen as well as skip the cutscene in the right order in order to get File 3 file duped to File 1. And this is gonna be tricky. Okay. Oh, nice! Let's go! First try. That is unironically the hardest trick in the run, so of course it happens at the very end. Yes. Только чтобы выполнен некий самый трудный трюк за весь спидран, который очень удобно был расположен в самом конце игры, разумеется. И он был выполнен с первой попытки. Я даже не заметил, что он что-то трудное делал. Настолько он это сделал безупречно.
like that trick is pretty significantly worse than my consistency with just cutscene wrong warps in general without the file dupe, even though the file dupe has doubled the window of Он cutscene гимнаст. wrong warps. Да. Anyways, this is the end Интересно, of the game. 86 это его год рождения. Yes. Ему что, 37 лет? 36. But we only have Master Sword. So this makes this fight actually pretty annoyingly difficult because sometimes a random Bokoblin will block, but every other Bokoblin will attack. If you had the true Master Sword, then it would break the guard always, so they couldn't guard. So they really like doing their best to like annoy you a bit, but you know, two damage is pretty good for that. It's just very difficult. But yeah, very nice that we got the cutscene run up. We basically, by opening the tile screen while the trick happened, we loaded the information of file 3, as always when you open the splash screen, but it applied to file 1. Поезд пошел, но он пока So we now are on file 1, but with the information of file 3. не сильно далеко ушел. Nice. This does force us to take 2 hearts of damage because we don't have the sailcloth, but obviously it skips a whole revolution around the spiral, so it saves a bunch of time and is worth it. Yeah. As long as we don't get like trolled here by the rest of the enemies, but I think we'll be fine. Yeah, and usually it's not unlikely that you take damage in the other part. Поезд Томас, да. Oh my goodness. Yes, so there's gonna be some aimbot archers coming up that just like to be rude. So we're gonna try to avoid getting hit by them. Nice, oh boy, this is scary. We took like the super safe route through those guys. They are very scary. And now there's still the last part of Horde. О, мы нашли свою... Это Зельда? Because he often survives and gets a hit in. Ну как слабый поезд? Ну, в минуту по 1000 пока собирают. Let's hope he's not here today. Maybe he didn't show up. Really far up. Все равно неплохо. Yep. Also, by the way, the black mist that's right there, that's not supposed to be there normally, but it's only there because we never did anything into the grounds and never did the first. Все равно все шейхи, они как бы до выходных ждут. Like, used the same like sealed grounds again for this part because it's basically the same map. So it has this interesting black mist. Alright, so this is the first phase of the Girahim 3 fight. Pretty simple, we just basically wail on Girahim and then shield bash his attack and then knock him down. Yep. And just do that one more time. Oh, he got me. Oh, well, but this is fine. The game sort of has like a checkpoint system for these final fights, so because we defeated the Horde. Ничего страшного, что он умер. Есть система чекпоинтов на игре. Он сейчас продолжит со схватки с боссом. Но все равно потерял минуту. Everyone is free to join the Discord for the speedrunning or the randomizer community. В Estimate пока укладывается. Happily welcome new people. I think there's a lot of interesting runs from in randomizers or the Wii or even the HD are all unique and interesting and definitely, you know, worth testing out if something you like. So feel free to just look for the Discord, search on the internet. Once these are, there's all the Discords and you can join. Yeah, and of course, as this run is about to finish up, thank you very much, Pepper, Так, добили. doing the co-commentary here with me today. 1, 2, 3 уже в пролете. А 4 есть у нас там, да? А, есть 4 и Overestimate. Посмотрим, что из этих двух вариантов. Я голосовал за 3 часа и быстрее. Я поверил в раннера. Больше, чем в себя. Skyward, or in the complicated mess that is Skyward Sword routing. He's done a lot of work just documenting scene flags and figuring out clever ways to go about. Когда раннер себе простыню на голову наденет, вот тогда будьте уверены, что осталось
Минута. Also, thanks to the black mist, we know that Girahim is actually evil. Yes, the black smoke is actually foreshadowing that Girahim is evil. That's correct. Yes. Because, you know, all right. But now it's time for the moment you guys have all been waiting for. Yes, a real blindfold fight. У меня 2 дня назад было 70 тысяч пузырей, а сегодня 880. Так что боль твоя мне ясна. Все, финальный баттл. Вслепую. Четверка побеждает, наверное, если там катсцен никаких не будет. Ну да, финальная какая-то схватка. Какая-то казуальная. И сейчас будет вторая стадия, да? Ну типа, что он делает? Он отпрыгивает назад, ждет, бьет, 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 бьет. Потом что делает? Ждет. Бьет, 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 бьет. Снова ждет. И добивает. Поздравляем, раннер гимнаста. Окончательное время 3 часа 7 минут. Победили четвертые. Кто голосовал за 4. Дуэль характеров, да? Это 3? Это 4? Нет? Это 1. Это 1, это единица. Сейчас, кстати, узнаем, будет ли какой-нибудь там у нас доп-контент и так далее. Или сейчас просто дальше. А, все, я просто неправильно прочитал. Ну да, тройка победила. Again, just giving us more time to get in for that Mario Kart incentive. It was a very kind thing of you to do. Oh, yes, yes, of course. That's definitely what I did by missing. Ну что, за ран набрали 40 где-то тысяч долларов, 45 может быть. Так, нормально. But yeah, so we already did the shoutouts. I don't think there's anything else from me. I guess other than you can find me at twitch.tv/gymnast86. У спидранера, кстати, темнее стало в помещении, как будто у него уже вечер наступил. Или так? Так, монитор просто светит. 3D Zelda speedruns. That's my brand. Oh, that's what you'll see. Yeah, do you, Pepper, Pippi, have anything else? I think I got it. It was very fun. Very glad we should showcase something else than any percent for Skyward Sword. Because we can now. That's cool. All right, well, yeah, thank you guys very much for watching, and hope you guys enjoy. Давайте я пингану Keep on donating. Анна ее.